500 тысяч крыльев, крылатый у нас Жабраилович. Раз, короче, 2-3 раза махнул туда-обратно. Насчет Ермолова, кстати. Ермолов ваш брат мусульманин. Ермолов как раз таки ваших аварок, там разных вот это национальностей, мусульманок, никяхил и вот это рождал этих мамлюков, которые дальше убивали всех, кто сопротивляется этому имперскому фашизму. Ермолов как раз таки был четким мусульманином. Да, Ермолов делал такие, нарушал свои договоры, как ваш пророк педофил делал. У Ермолова был целый гарем, как у вашего педофила Мухаммада. Ермолов как раз таки ваш брат пидоры, мусульмане. Запомните это. Сейчас я чутка занят, я посмотрю. Читайте про Ермолова, просто ради интереса. Просто почитайте, сколько у него было жен, кто ему рожал детей. Да, мусульманки рожали, ваши сестры гребаные, шалавы подзаборные. Вот у вас же в исламе дозволено вот это, легализована проституция. Да, никях там делать, что даже родным не нужно знать, чтобы два свидетеля там взять. Вы можете, короче, подложить свою сестру под кого угодно. Это что проститут? А покажите, когда чеченцы вот этим дерьмом занимались. Вот этим блядством вашего ислама. Там 4 жены, там аэтлахула, там по квартирам у вас там же, по всем, короче, в Грозном у вас сколько их там? Муфтияты, где работают, у муфтия, у начальника полиции, у вас в каждом районе, блядь, по шлюхе. Понимаете? Вот вы тем же блядством занимаетесь, чем занимался ваш гребаный пророк и ваш этот Ермолов гребаный. Чеченцы вот этим дерьмом не занимались. Вендетта, я очень интересную статистику, короче, смотрел. Если брать, короче, чисто салафитский взгляд, вот, и считать заблудшими, например, по взгляду этому, только шиитов и не суннитских... Один пишет, у Ермолова был гарем чеченок. Одну чеченку назови, ты мудак. Подними сюда, я сейчас тебя подниму, пидора дагестанского. Давай поднимись. Одну чеченку назови, одно имя, одной чеченки. Давай, назови имена. Тебе полностью дан микрофон, давай назови фамилии, имена чеченок. Гарем. Блять, сука, одно имя чеченки назови, мразь. Назови одно имя чеченки. Смотри, жесткая салафитская оценка. Если считать заблудшими всех, кто не следует салафитско-ассаритскому манхаджу, шиитов, многих суфиев, ашаритов, матуридитов, традиционалистов, народный ислам, почитание аулия и так далее, тогда получается уже большинство мусульман. При такой логике цифра может быть примерно 80-95%. А в максимальном варианте 90 плюс процентов, короче, это будут мушриками считаться, короче, если отталкиваться чисто от салафитского взгляда, короче. Ну, где-то чистых мусульман, короче, примерно там от 5 до 10%, короче. Очень интересно. Из 2 миллиардов. Это получается где-то 50-100 миллионов там. Да, или... Нет, подожди. 150-200 миллионов, короче. 100 миллионов там 200 миллионов получается. Где-то. Настоящих мусульман. Мне интересно, а дагестанцы вообще там эти дома там уже отдали или нет еще? Остались еще дома, которые они заняли?
Конечно, остались. Их брат Сталин, Муджахид, подарил чеченские земли, чеченские дома. И живут себе, как будто ничего бы не было. Братья, в кавычках, гребаные. С такими братьями нахрен врагов не нужно. Недавно смотрел, они, по-моему, новый памятник Сталину вроде поставили в 26-м году. Ну да, сейчас вот это. И, бля, вот этот Толик, что-то какой-то хрен вот рядом с тобой, который, он говорит, что у Ермолова был гарем чеченок, мусульманок. Я ему, мудаку, предложил вот микрофон, чтобы одно имя хоть назвал. Я ему сказал, что это был ваш брат Муджахид, мусульманин, который пришел мечом и огнем установить там свои правила. И у Ермолова были вот эти наложницы, целый гарем мусульманок, которых он никяхил и рождал мамлюков. А он этот рядом с тобой, который говорит, что это все были чеченки. Одно имя, ну, Ну, я тоже слышал про такую версию. И мы, даже если это так было, что там, я не пойму, вот чеченский народ от 1 миллиона до 92 тысяч вместе с ингушами. То есть это получается где-то 1060, ну 1070 без ингушей. Вот на такое количество, когда физически перебили всех, конечно, потом можно будет кого-то захватить. Но чтобы вот не захватывали, чтобы этого не было, огромную положили цену. Понятно, да, вот какая цена была положена за свободу, за то, чтобы вот это не происходило. Толик, отвечай. Толик, Машо, знаешь, что такое Маршу свобода? Ибрахим, я, короче, через нейронку прогнал. Если чисто салафитского взгляда придерживаться, то получается из 2 миллиардов мусульман где-то 10%, короче, 5-10% настоящих мусульман оказывается. Это примерно 100-200 миллионов. Интересно, кавказцы входят в эти 100-200 миллионов? Если входят, сколько там примерно из этих 100-200 миллионов чистых мусульман там, не мушриков? Сколько всего чистых мусульман? Ну, он говорит 90 плюс процентов, короче, что будут считаться мушриками, если чисто смотреть взглядом салафитским, короче, таким чистым мусульманским взглядом. 90 плюс процентов будут мушрики, говорит. Остается там где-то от 5 до 10, короче, процентов. Не соблюдает намазы, там, пост. Они тоже там какой-то может быть даже салафистских взглядов, да, но он не соблюдающий пост, там, намазы и так далее. Ну, получается, их мало, значит. Всего-то там сколько? Ну, вообще мало, потому что в самом хадисе говорится, что будет 73 течения, из них только одно будет на истине. То есть Это значит... положили вот эту фугас, да, подложили, мину замедленного действия. Ну, это значит, что рай не резиновый, типа, да?
Ну да. И гурий на всех не хватит, походу. Хорошего всегда понемножку. И молодых мальчиков, которые там будут за ними ухаживать. Ну, это 100% гарантируется. Подобно жемчугу. Не, как это, не... Ну, типа, жемчугу не... Короче, девственники, другими словами. Как нетронутый жемчуг будут Да, да, да. юные отроки. Ну как определить течение? Тебе что, непонятно, что ли? Это на пути с алифов нужно быть, Это когда... самая сложная наука, правильное течение, чтобы определить. Это мой любимый вопрос, на который ни один будулак не может мне ответить. Ну, если отталкиваться от теории, что нужно как бы правильную акиду, там, все эти, ну, предписания там в полной мере там всему следовать, знать арабский, там, делать даават, там, и все эти штуки. Ну, туда как бы они не входят, это точно. Ни дагестанцы там, ни чеченцы там, Что ни знать, черкесы. пакт Умара читал вообще? Как пакт Молотова-Риббентропа. Умар заставлял говорить, бил палкой по спине и говори по-арабски, шнырь, ты раб. Ты понимаешь? Вот на своем языке запрещали разговаривать, как чеченцам, русские, когда захватили уже всю шню, говорили в автобусе даже, когда чеченцы разговаривали между собой на чеченском, на человеческом говорите. Вот, понимаешь? Вот это называется имперское фашистское дерьмо. Под соусом Куда религии. этот То же самое. Толик, куда делся Толик? Я не знаю. Но тут вот... Еще что-нибудь говорил он вообще? Этот? Не, я не вижу. По даже не открыл. По логике, если как бы отталкиваться, то если ты арабский язык не знаешь и не изучаешь религию там полностью там посольно, там, я не знаю, как правильно там, все свое свободное время этому не уделяешь, то понятное дело, что ты не на правильном как бы течении находишься. Это, наверное, 99% такие. У всех, наверное, неправильное течение. Короче, каждый 73-й попадет только в группу вот этих, в перечень, или я не знаю, потенциальных обитателей рая. Они вообще задумываются о том, если, например, их Аллах, например, выбрал арабский язык, и типа он разговаривает, ну, как бы этот язык, видимо, на нем он разговаривает. Если они в рай там вдруг попадут, их пропустят, если они язык их не будут знать, например. Там, если у ворот там будет стоять и спрашивать, и в арабе там, или как там, не знаю, арабе там, как спрашивают эти арабы. Я с английским, по-моему, чутка смешал. Я эту картину представил, там, как он там идет к воротам, а там привратник ему говорит, братан, тут как бы арабский язык нужно знать, чтобы пройти.
Короче, конкретно запутано все. А вот кто прав из всех этих учений, это самое сложное наука. Тебя плохо слышно, Ибрахим. Да, у меня здесь в таком помещении эхо. Все еще плохо, да? Ну, сейчас получше вроде было. Какой 95%? Ты чё, Рамзан? 99% людей не знают арабский. Даже 99, там, если арабов самих не считать, там, всех не арабоязычных брать, то я уверен, там 99 и с чем-то процентов не знают арабский. У меня вон тетя как бы Фатиху там читает, она не знает, что в переводе, что это означает. Она не знает, что такое Субхан Аллах, Альхамдулля, что это означает. Пока я у нее не спросил. Она задумалась. Иншаллах тоже, да, например? Да. Они не Субханаллах. знают. Что такое сейчас Субханаллах? Это причист Аллах. Вот я, например, не мусульманин, это знаю. От слова кто суп, национальность? от слова суп это суп. А почему-то моя тетя намаз делает, например, там, типа адават делает моей матери, она не знает, что такое там Субхан Аллах, или я говорю, что там вот в твоей молитве Аль-Фатиха там. О чем она, это твоя молитва? Она не знает. Многие мусульмане, кстати, не знают. Здесь на трансляциях я у них спрашиваю Субхан Аллах. Не знают, что это значит. Так потому что еще, блядь, пришло это все от арабов. Говорит мне один, короче, это типа свят Аллах. Это причист Аллах. От слова суп. От слова Суп или суб? суп. Борщ есть, а есть супчик. Нет, это понятно. Суп или суб? Суп с котом есть такая тема. Нет, ты неправильно понял. Суп. Буква П или Б? Буква, если ты араб, то суп. Б. Ты не можешь. Нет, я не араб, я просто спросил. Ну все, тогда суп и точка. Суп, короче, суп там, короче, с горохом, да, туда-сюда. Щи можно тоже. Щи, да. Окрошка там, например. Ухань там. Уху. Песах, да, например, еще. Короче, кто главный, кто праведный, то есть какое истечение истинное, вот это самая сложная наука. Песах, И например. ее тоже, познать, да, Песах, чтобы Песах, ее да. познать, нужно быть, короче, каким-то этим святым. Арабизированным человеком, получается. Да, Нет, такими темпами, Ибрахим, мы, наверное, получше их скоро эту религию узнаем, там будем наизусть знать, как это знаешь, закирнайк. проблема в чем? Проблема, знаешь, в чем? Вот ты когда начинаешь размышлять о религии, начинаешь ее изучать, да, вот смотри, мы какие-то хадисы здесь цитируем, озвучиваем. Вот, например, про конька-горбунка, про Эль-Бурака, который на седьмое небо. Конек Горбунок, Вот это эти- вообще русская сказка-то вообще, по идее. Оттуда плагиатели. Смотри, Плагиат, ты думаешь? да. Там еще есть шарик, лошарик такой был. Ну, это тоже такая плагиатная тема. Смотри, вот. Это ты не можешь... Мухаммед, наверное, в пророчестве увидел этот русские сказки, вот и придумал Аль-Бурака. Да, Так русский-то, по-моему, еще в то время-то и не было. Подожди, смотри.
ситуация такая, Нет, я когда... слушаю, я слушаю, я слушаю. Да, да, бисмилля. Когда мы начинаем бисмилля, ты здесь араб? Ты мусульманин? 71%, не перебивай, я сейчас тебе все разъясню. Смотри, мы когда начинаем здесь разбирать, проводить разбор полетов, вот эти индейцы всякие заскакивают сюда и начинают говорить, Не да, обижай вы индейцев. там, Индейцы очень да, хорошие. вы там типа самый умный, куда вы лезете, ты откуда знаешь, кто ты такой, чтобы это понять, ты вон, иди спроси у ученых там туда-сюда. Теперь вопрос, как, если я не ученый, да, если я не могу своими грязными мозгами это понять, а понять это может только балабол, короче, религиозный, который вот это балаболит, а их 200-300 как минимум разновидностей, да, то вопрос, как тебе познать, который из этих балаболов правильный, короче, ну или на истине. Вот на чем вся вот эта ситуация, она, короче, получается самострел какой-то. Ты не можешь своими грязными мозгами рассуждать, думать, делать выводы. Ты должен слушать. А вот кого слушать? Вот этот вот критерий, да, по которому нужно выбирать, кого надо слушать, вот он полностью несостоятельный получается. Вопрос открыт, если кто-то знает, как вот это достичь, скажем так, ну или выход найти в этой ситуации, да, как познать, какой из балаболов он на правильном пути и правильно балабол, то давайте, пожалуйста, в студию можете разъяснить, как вычислить правильного балабола, по каким критериям. У тебя, запомни, у тебя грязные мозги, ты вообще не можешь определить, кто из них правильно балаболит, потому что ты не можешь же рассуждать про лошариков, про альбураков, про вот это дело. А ты сам раньше мусульманином был? Я 71% мусульман. У тебя что, это на 1% ты просил, что ли, Ибрахим, это плохо? Блин, должен у нас Кемаль был, Кемаль один. Вот он истинно, он истинно этот балабол, ну, в кавычках, да? У тебя имам Вот он чуть-чуть самый просил, красавчик. походу. Скажи, пожалуйста, Шамиль Басаев, он хороший был человек или нет? Шамиль Басаев, он абсолютный герой Первой русско-чеченской войны. Абсолютно герой чеченского народа. Но вот уже дальше, то, чем он занимался, в угоду, когда он подсел на вот этих багаудинов, ФСБшных, вот там уже Шамиль Басаев негативная персона получается. Так он же за свой народ воевал. Поэтому я и говорю, герой. Ну, все люди не идеальные. Были, наверное, моменты какие-то свои тяжелые. Тем более в такой обстановке, когда... Не, ну, наверное, это, ну, не дай бог, да, там, так, в таком положении быть, что Не дай они бог, все там... ты русский, да? Похож на Не-не-не. арабов. Не-не-не, я не русский. Я просто говорю, что, ну... А ты кто по Не важно, национальности? Скажи, не важно. пожалуйста. Я кавказец. Не, пожалуйста, скажи, пожалуйста, только свиньи отказываются. Я кавказец. В общем... Кавказец, ну, понятно, Да, у да. тебя акцент какой-то русский, славянский. Ну, у него Или все как-то. нормально с акцентом, просто некоторые люди в меру своего географического расположения не хотят говорить разведывательных данных. Вокруг кругом пятая колонна, внутри врага. Да, как бы этих людей, как бы не дай бог оказаться, в смысле не арабский дай бог, а вообще не дай бог, а оказаться в их А положении, Бог там, вообще существует или нет? ну, я не знаю, для тебя существует, нет, просто я это к слову говорю, как бы. В их Ты положении, веришь в Бога. Ты скажи, пожалуйста, в их- веришь в Бога или нет? ты мне дашь досказать, пожалуйста?
Нет, ты скажи, Бог существует, Видишь, веришь у ты ли в тебя Бога? слишком много вопросов. Сейчас он договорит, потом спросим у него. Да, я говорю, что как бы это очень сложные персонажи, и они очень сложный путь прошли в жизни, который не каждый сможет пройти достойнее, как бы, чем они прошли. Какие Рамзан Кадыров, да? Рамзан Кадыров это, это другая история. Я говорю про других вообще людей. Не, ну Рамзан Таких, Кадыров молодец вообще. Кто бы что там ну, про это, него плохого не это, говорил, ну вот я не он чеченец, как бы, скорее пойдет. вот Ибрахим чеченец, как бы, ты можешь у него спросить его мнение, как бы. Рамзан Кадырка Ибрахим, скажите, просто пожалуйста, вы самый вообще красавчик. как относитесь к Рамзану Кадырову? К Рамзану Кадырке отношусь с жалостью вот в данный момент. Ну, на Почему? данный момент Потому он что уже... человек, который не может уже два слова связать, бублик сказать, уже там именно Да, раздумье, насчет что только его с ним словарного сделали. запаса я скажу, что он тупорылый. Не, я не об этом, я не об этом. Я его сейчас, он уже там полудохлый какой-то, да, все равно его куда-то таскают про какие-то там Украины, Киевы за 3 дня, короче, какие-то он раком ставит Америку, извиняюсь, цитирую. Жопу То есть- Путину лежит, да, получается? Не то, что лежит, а он оттуда из памперса вообще никогда не высовывался. Из Путина. Да. Короче, его войска это ТикТок. А что там непонятного? А ты кто по национальности? Дикий? Или как там у тебя зовут? Я, короче, метис наполовину еврей, наполовину русский. А ну скажи мне, что означает Барух Яшар? Да хрен его знает, я вообще не понимаю на иврите. Ну, а как ты не Чисто на понимаешь? русском. Евреи Чисто же русском. должны знать, что это означает. Это простое Знаю, слово. я тебе вот скажу, уважаемый, я, как бы сказать, скажу вам, хорошо, что мы все разные, да? Иначе бы жить было бы скучно. Ну, слушай, не странно ли, Для я, меня- например, не для еврей? меня Вот я не для еврей, я меня знаю, русский что язык, значит. для меня русский язык это самый главный язык в мире. Подожди. Вот я, например, не мусульманин, точнее, я не еврей. Я, например, знаю там пару слов на иврите. Почему ты не знаешь? Это странно. Это достаточно Не знаю, простое большинство слово. в своей жизни Это не я сложное слово. Не знаю. У меня мать еврейка. Тебе, как бы с моральной точки стороны, это для тебя нормально вот шифроваться под евреев, косить под тех, кем ты не являешься? Ну, если я считаю себя русским, понимаете, это же нормально. Я же русский. Хотя у меня мать еврейка. Понятно, если русский, как бы под Причем здесь евреев. шифровать, не шифровать. Думайте, как хотите. Ну, я размышляю так, как мне нужно. Я как умею разговаривать с людьми. Как русский, типа, вот так вот, да? Да-да-да. Всё понятно. Ну, Да-да-да, тем Рамзан более Сабражевич, по мать еврейка. матери. Ну, Тем более, если по я больше матери. себя По считаю матери. русским. Тем более по матери. Путин, он красавчик, Ники. Ты же должен кого-то такие красавчик, простые да. слова знать. Я отношусь к нему нейтрально. Вообще нейтрально, да? Твое географическое расположение оно позволяет тебе задавать мне такие вопросы тебе? А какие вопросы насчет географических? Например, про Путина, про политическую ситуацию, про геополит в целом. Про Басаева, то, что ты спрашиваешь. Басаев, про да, Басаева. Конечно. Нет, ну, Про- тот был же героем, правда. Про Патрушева, например, про например- казанский сахар. Давай я поглубже сейчас начну.
Например, Такие там... вопросы одного- тебе как бы задавать или не задавать, как ты считаешь? Я просто не хочу. Давайте, тебе- конечно, я выслушаю все. Вот про рязанский сахар. Всегда меня интересует вопрос с рязанским сахаром. Что с этим сахаром было не так, что его вывезли на военный полигон и взорвали? Вот что, зачем, какая надобность Не была? знаю насчет рязанского сахара. Но я знаю, что когда вырезали русских солдат, вот, не знаю, это еще старое видео смотрел 99-го года. Там русские солдаты аж плакали, понимаете? Пожалуйста, не убивайте, я буду вашим рабом. И они так вот, некоторые террористы, чеченские террористы говорили, да-да-да, живи в загробном мире. Это было так страшно смотреть на это. Так ты сейчас что имеешь в виду? Вот это в Дагестане, когда головорезы? Вот эти? Да, вот все правильно ты говоришь. Ну, понятно, я это тоже видел, эти съемки. Это тоже тема, мы с тобой ее сейчас будем обсуждать. Просто вот про рязанский сахар. Ну, про рязанский сахар я вообще понятия не имею, что за рязанский Не, ну, сахар. это же не чеченские террористы засекретили учение с рязанским сахаром на 75 лет. Блин, чего вы мозги, я не знаю, тут насилуете? А что за тема с Просто- рязанским сахаром? Алло, Можешь рязанский объяснить? сахар засекретили. Учения рязанского сахара проводят во время террористических операций по всей России. Проводят учения. Сначала Рушайло объявляет днем, что как бы предотвращен теракт, когда вот этот рязанский сахар обнаружили в подвале, ФСБ по Рязани поехало, провело экспертизу и сразу поняли, что там гексоген находится. Потом, когда уже схватили вот этих, те, которые закладывали эти мешки в подвал, и их сразу запросили с ФСБ с Москвы, чтобы рязанская ФСБ отпустила их ребят. И сразу же Патрушев в этот же день, позже делает противоречивое заявление, интервью дает, что это был не теракт, это были учения с рязанским сахаром. И после этого и учения, и теракты, все прекратилось. А рязанский сахар учения засекретили на 75 лет, а сам сахар взорвали, вывезли на военный полигон. Я не пойму, вы интересуетесь, что там у вас происходит вообще? Что, вот, вам интересно, что у арабов, у чеченских террористов, у Давай этот... какого-то там Ибрахим. муравья в глазу какая-то, пылинка. Блин, не пойму я вот у себя в стране Ибрахим жить. далеко... Извините, Ибрахим- пожалуйста, Ибрагим, я Да. хочу вас перебить. А что можете сказать о полевом командире Хатаб? Хатаб — это говнюк, которого он русские спецслужбы притащили. Русскоязычный, откуда он русский язык знает? Вот это спросите лучше. Выпускник Института дружбы народов, там, Патриса Лумумба, или как он у вас там называется? Дикий, у меня вопрос к тебе. Да, слушаю вас, конечно. Вот ты говоришь, ты русским, да, себя считаешь, как бы, значит, этот народ, как бы, ну, твой народ русский. И как ты относишься к ситуации, которая произошла, ну, этот 22 февраля, ой, не 2, какого-то там было февраля. Короче, вторжение. Что ты об этом думаешь в Украину? Очень плохо. Не хочу, чтобы вот эти братские народы между собой воевали. Ты украинцев как воспринимаешь вообще? Это твои Очень братья? хорошо, они хорошие люди. Есть, да, есть гнилые люди, есть и хорошие люди. У меня есть знакомые, мне Имеет сказали, Украина, как- имеет право, вот что вам непонятно, люди, имеет право Украина на собственную государственность. Вот быть Конечно, государством, страной, у себя быть хозяевами, суверенными на своей территории. Да, имеет.
А Крым чей? Можно Заключать вопрос? какие-то договора с другими странами, экономические. Крым чей? Крым Украины. Он же украинский был. Ну, это ты как бы смело ответил. Ну а что, это неправда, это правда. Интересно. Я думал, ты Путин, по-другому конечно, с одной ответишь. стороны, он смуту сеет какую-то. Что Зеленский, что Путин, они какую-то смуту здесь сеют между собой. Не знаю почему. Вот Путин никак не на... Никакого Зеленского не может поймать. В 2014 году никакого Зеленского не было. Там как был Путин с 99-го. Вроде Порошенко же, да, был? Там же Порошенко на тот момент был. Там Да Порошенко там был, вот да. 10 уже президентов поменялись, пока Путин, короче, просил. То есть там Зеленского и духу не было в 2014 году, когда зеленые человечки отжали Крым, пришли. И еще Донецк, Луганск тоже на запуске захватили. Ничего ты здесь думаешь? непонятного нет. Дикий, как ты думаешь, как изменилась жизнь вот этих людей, которые жили в Донецкой и Луганской областях? В хорошую сторону или в плохую? Ну, я думаю, 50 на 50 там коренные жители, вот украинцы, мне кажется, были даже просто против. Понимаете? Не, я имею в виду, они лучше стали жить, там, Да, например, конечно, какие-то нет, у ну, них уровень как они жизни могут там лучше поднялся. жить, когда идет война, там могут там разбомбить твой дом, да? Это разве нормально? Конечно, нет. А вот эти, например, города, которые стерли там, я забыл, как они на этот, Мариуполь, или как он там называется. Вот эти города, которые сейчас в призраки, например, превращены, где у людей были свои квартиры, там, я не знаю, своя недвижимость какая-то. У кого-то там дети, там, я не знаю, погибли, там матери, там сестры, там, я не знаю, мужья, бабушки, дедушки. Как ты считаешь, вот то, что происходит, это нормально или нет? И кто виноват Да, в этом? конечно, нет. Ну, как я могу говорить нормально? Ну, это раз нормально. Ну, я хочу вот сказать, ну, хорошо, что мы все разные, да, а то иначе бы жить было бы скучно. Я что, разве Ну, неправильно сказал? нет, ты правильно говоришь, если ты это как думаешь, говоришь, то как бы нормально ты думаешь. Ну, с Зеленским ты чуть спалился, если честно. То, что ты сказал там про Зеленского. Значит, ты не до конца искренен. А насчет Зеленского, что-то я забыла, что я сказал про него. Ну, ты сказал, что не только Путин виноват, ты сказал, что Зеленский тоже там что-то мутит, что Зеленский Ты это так выразился? Зеленский, чтобы там не мутил, чтобы Зеленский не мутил, он у себя дома мутит. Он не пришел в России, там в Россию, короче, не говорит, что за 3 дня Москву возьмет, короче, что там, я не знаю, какие-то свои условия не ставит там русским. То Зеленский, он у себя дома может быть и плохим президентом, политиком, может быть хорошим, но вот этой военной ситуации, в том, что Россия напала на Украину, Зеленский там, при чем вообще? Зеленский, он просто как президент, он вынужден сопротивляться, защищать свое государство. Вот что Зеленский. И, кстати, он молодец, потому что не каждый президент как бы может вот этому противостоять. Мог быть и другой президент, который бы там соскочил бы, например, куда-нибудь в Европу, там, на Запад. Зеленский Такое наркоман. тоже бывает. Зеленский наркоман. Да пофигу, он наркоман или он, это его Причем личная здесь проблема. пофигу? Его выбрал народ украинский, выбрал.
Он им подходит. Свою страну Так он его не защищает, народ Украины защищает. выбирал. Если он там Почему? где-то выпил или, я не знаю, что-то курнул или что-то сделал там себе в подушку, ну, значит, ничего- получается, ты наркомана поддерживаешь. никому не должно быть дела до него, понимаешь? Что, в Ну, России что мало сделали? наркоманов, что ли? Вы что, там, шариат хотите в Украине установить? Наркомана сидеть? Вообще непонятно вот это вот, да? Логика вообще. Наркоман, не наркоман. Да в России, блин, вон сколько это, колумбийская, не колумбийская, все вот это тормозили официально то, что завозилось. Он может быть клоуном или кем угодно, например, коррупционером, там, неважно, там. Если его народ Украины, он устраивает, и он какие-то функции свои во время войны выполняет, то я думаю, как бы, тем более для россиян, вот мне, например, как бы без разницы, что он там, я россиянин, например, мне без разницы, что там Зеленский там, чем занимается. Наркоту пихает, да, где-то, где попало. Ну, не знаю, как по-вашему. Я считаю, что это неправильно. Что Ну, его сфера должна, его рабочая сфера должна быть там, где он раньше участвовал. У тебя вот это, ты в каком регионе, ты сейчас в России, да, живешь? Не буду спрашивать, где, Нет, в я каком-то в Казахстане. регионе. Я же в 22-м году убежал оттуда. Мобилизация Ты началась. вовремя сориентировался. Да, ну я же не хочу против Нормально. датского народа своего воевать, понимаете? Но это нормально, это нормально. Вот у нас тоже, к сожалению, у нас тоже много ребят не хотят воевать. Хоть украинцы, они не такой генетически, скажем так, не братский народ, но Мгм. по горю украинцев можно назвать очень даже братскими, да, там. Но вообще, зачем чеченцам воевать с русскими, которые нас убивали 300 тысяч, да, вот, вместе с русскими убийцами своими, да, вот. Как бы для тебя это приятно, неприятно, не звучит. Загасили на 2 войнах. Не просто каких-то там защитников, там каких-то сопротивляющихся, а вместе с гражданскими, вместе с русскими, которых там несколько десятков тысяч тоже загубили в первую, в частности, войну. Вот эту. Просто нам это вообще не нужно. То есть нашему народу воевать со своими убийцами в одних окопах против таких же, как они, да, которых вот точно так же пытались присоединить к себе, там, я не знаю, задавить, там, поджать под собственный сапог. Вообще, Ибрахим, а абсолютно нам из тех ненужная 40... тема. И- Я понимаю, там какие-то эти ублюдки, бандюги всякие, которых там поставили, да, пособирались и всякую нечисть. Им конкретные бабки заплатили, какие-то там, я не знаю, люди, которые на все, что угодно способны. И то, что их туда, если пошлют, и их там накроют, я не знаю, дронами, чем угодно, да, это нормально. Это даже огромная благодарность украинцам, которые подчищают это дело. Но проблема в том, что туда шлют не таких, туда шлют тех, кто не может, скажем так, отмазаться от этого, да? Ну, отмазаться от вот этой темы, потому что вот эти ублюдки, они могут отмазаться. И этих ублюдков держат возле себя такие же ублюдки. А вот этих простых каких-то, их туда закидывают. Ибрахим, среди этих 42 тысяч детей, там, которые погибли, сколько из них примерно русских было, ты не знаешь? Там русских тоже много. Точные цифры, вот в основном русских убили в первую русско-чеченскую войну. В городе Грозном проживало большинство русских, скажем так, во время Советского Союза.
И потом потихоньку чеченцы тоже начали переезжать в Грозный. Но проблема в том, что чеченцы у нас как бы там в деревнях, там населенных этих горных населенных пунктах, как бы к родственникам, вот так, к своим каким-то близким могли выезжать многие. Да, не все, тоже много чеченцев в городе оставалось. Но, короче, у многих была возможность выехать к родственникам. А у этих, у русских, у них не было, да, некоторые тоже могли выехать куда-то к знакомым, но большинство, они все-таки оставались в самом Грозном. И когда вот этими гасили там ковровыми, не ковровыми, всем вот этим подряд, там очень много, там же и дети были, и женщины, и бабушки, и дедушки, и среднего возраста люди. И понятно, что бомба, она же не разбирает, по ребенку ты долбишь, поэтому, то есть вот это вот процентное соотношение, оно точно так же работает, да, вот сколько людей, вот куда их забрасывают этим всем вооружением, вот столько там и будет жертв. То есть если это около 20 тысяч населения погибшего, да, там, то нужно посчитать по статистике, сколько там было детей. Я имею в виду именно из русской национальности, скажем. Хотя это граждане нашей республики. И вот эти 20 тысяч, они входят в эти 300 тысяч общих жертв. Это теперь все понятно. Вот, ладно, вот это все понятно. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас против ислама, против своей религии, которая была раньше у вас? Вот сейчас у вас на аватарке сейчас Ишак. И пророк Мухаммед. Это Аль-Бурак. Это Аль-Бурак, а не Ишак. Это Аль-Бурак, это священное животное, которое может в космос летать без каких-либо скафандров. Вот кефиры сейчас придумали скафандры. Извиняюсь, конечно, да. Я подумал, что это Ишак. Я извиняюсь. Не, это Аль-Бурак. Это Ишак с крыльями. Полу-Ишак. Кстати, у него голова женщины там. Почему-то наш автор туда... вот рядом с этим крылатым конем это Это Мухаммед. Мухаммед. Бородатый человек. Это Мухаммед, да? Да. Да, кстати. Что можете сказать? Хорошо, что там намочил. эти Аль-Бураки с женской головой сейчас в каких-то высокогорных селах Дагестана. Он верблюжьей мочой там намочил бороду, поэтому она желтая там на картинке. Нет, это пасуньи нам нужно. Хотя желтая, она красная должна быть. Почему желтая, тоже непонятно. Пасуньи красную надо красить. Ой, ужас, капец. Какое только в Костриме Против ислама везде религию нельзя. оскорбляют. Это же капец какой-то. Нельзя религию оскорблять, нельзя. Не, смотри. Мусульман оскорблять нельзя. Нужно просто правильно разъяснять, что происходило. Я как мне в еврейский стрим зайду, там тоже ислам оскорбляют, хотя я вот сам и не являюсь никакой религией, хотя сам и атеист. Ну вот смотри, я так думаю. Вот вы молодец, я полностью вас уважаю. Нельзя оскорблять, нельзя религию, чувства, потому что у КРФ 148... хотя само это придумали люди, понимаете, сами. Дикий, смотри, вот я тебе про Аль-Бурака расскажу. Например, если научно брать до конца, допустим, до края Вселенной, ну, то, что мы можем, например, подсчитать, там, наши ученые, 46,5 миллиардов световых лет. Обратно, получается, туда-обратно 93, получается, по-моему. И на Аль-Бураке Мухаммед, короче, на 7-е небо там взлетал и обратно прилетал. Это, получается, я даже уменьшил то, что, край там Вселенной там посчитал. Как минимум, короче, 93 миллиарда световых лет, как бы Мухаммед Вселенной летал. же нету, она же бесконечная. Нет, то, что ученые могут посчитать, например, да, там да, ученые не Подожди, Вики, ты сейчас оскорбил чувство верующих. Как она может бесконечная, когда пророк
летал на 7-е небо к самому краю лотоса. Кстати, вот этот лотос, цветок, у него листья подобные слоновым ушам. Это вот научный, я тебе просто к науке как бы вот эту историю про Аль-Бурака и Мухаммеда тебе рассказываю. 93, короче, миллиарда световых лет Мухаммед, короче, пролетел минимум на Аль-Бураке. Придумано тобой, да? Не, я примерно посчитал, как бы, вот если брать там седьмое небо, примерно, хотя бы да, первое небо, понимаю, да. 93 миллиарда лет, это сколько? световых лет. Световых В одном лет, с- да, вот. Да, в одном световом, короче, там, Тогда по-моему, в то время только Земля начиналась образоваться. сейчас я скажу, сколько километров в одном. Земле только около 4 миллиардов лет. Знаешь, У сколько... нас вообще тогда нету вот эти... Дикий, знаешь, Да-да. в одном световом годе сколько этот километров? 460 триллионов, короче, ну, Да. километров, Ну, да, короче. да, примерно так, приблизительно. плюс-минус, Девять с да. половиной, короче, триллионов лет. О, это километров в одном световом. А Мухаммед аж пролетел 93, короче, миллиарда световых лет. Ну вот и представь, насколько это необычное животное, это чудо как бы. Иисус Христос там как бы, Да. Моисей там рядом не стояли. Это доказывает, что есть кротовые норы, понимаешь? Ой, ужас, То есть, конечно, да. Он пролетал через То кротовые Моисей, то норы, Мухаммед, это один и тот же чуть человек. в черную дыру не угораздило там, ну это нормально, короче. Ну, ситуация такая, что вот как Нил и Ефрат из патрона Аллаха с 7-го неба, вот как они достигают земли и почему, где это, почему от нас кефиры скрывают, где вот это она льется, этот Нил и Ефрат с неба, где они льются, вот этот край земли. Мы же на спине рыбы кит или какой там находимся, да, окунь или Нет, огромный. на 3 слонах, на 3 слонах. Нет, рыба нун, если уточнить. На арабском она звучит как нун. Вот этот Иона, он как раз в этом чреве, побывавший в Скажите, чреве кита. пожалуйста, вот да, когда ислам, когда пришел в Кавказ, да, Кавказ какая религия была у кавказцев? Христианство. У кавказцев свои были. Да, говори. Ну, христианство уже было, правильно? Разные были, не только христианство. Христианство. У нас всегда вот было что-то частично там, вот так, по всей видимости, было вот даже чеченцы до прихода истинного ислама, который через издательство Бадр в Москве печатали, к нам тоннами завозили вот этот ваххабизм. Там работали идеологи Джамаль Гайдар, Дугин и прочие, там Шевченко тоже в этом участвует. То есть вот эти истинные учения исламские, ваххабитские, пока не появились, у нас был какой-то свой чеченский ислам, да, ну если про чеченцев говорить. Вот Пахан Рабов тоже может свою версию, как они практиковали это, рассказать. Но у нас было наши вот устои какие-то, наш самобыт частично подмешано христианством у нас было, частично исламом, и вот иудаизм тоже чуть-чуть, по всей видимости, где-то частично входил в наши эти устои. И вот таким образом мы как бы... Не, вот он такая у нас спрашивал, Ибрахим, он спрашивал не то, что как бы в ближайшее там время, а то, что было до там ислама, он про это Вот, спрашивал. до того, когда ислам пришел на Кавказ. Да, полностью не было, ни ислама полностью не было, ни христианства. Вот частично, как я говорю.
Вот А что было до? полностью христианство практиковать стали это бацбийцы. Это часть чеченцев, да, там, которые сейчас проживают на территории Грузии. Они как бы полностью в христианство ушли. А основные чеченцы, они, по всей видимости, вот у нас полностью придерживаться какой-то из идеологий мы как бы это не допускали. Просто частично оттуда, отсюда что-то брали. И вот когда вот во время вот этих последних войн к нам притащили вот это дерьмо, истинный ислам, ваххабизм, вот тогда уже чеченцы начали... Ваххабизм, педофилия, да, еще. Ну, педофилия там присутствует, это однозначно. Просто по сей день люди не знают, что это там есть. Понятно. Середина с такого момента редко там бывает, и то это быстро заканчивается этот момент с КДМ. Приветствую всех, мастер Маша, лучше, конечно же. Маршал, брат. Приветствую, приветствую. Представляете, тогда же люди не знали, что что там наверху, короче, в космосе там люди задыхаются. И прикинь, когда я туда полетел. И не верили, понимаешь? Там же не знали люди, что задыхаются, чуть поднимешься. Они же тогда не достигали эти. Мухаммад на 9,5 триллионов там, километров в секунду его Это вообще... Аль-Бурак там пролетал там в секунду там по небу. Нет, там еще ситуация такая, вот его полет навигатора, он еще косвенно подтвердился тем, что когда он уже вот долетал до Аравии, там, ну не то, что до Аравии, а уже почти, короче, над домом там пролетал, он увидел, как вот этот караван какой-то там передвигается. И тогда они напали на этих кефиров из этого каравана, на мушриков, короче, потому что они не уверуют в Аллаха, им пришлось этот караван у них отжать. И вот там он, когда спускался, увидел, короче, засек вот этот караван, который они потом, короче, отжали. Ну, вот, Бухарец, он как Бухари, его никто, да, так не оскорблял. Я вообще не верю, что столько чего человек от Всевышнего, если пришел, столько чего творил бы. Я думаю, если там человек от Всевышнего, это 100% на него написано, наговаривано, я не знаю, переписано, что-то такое. Ну, такое не может быть от Бога, все, что там написано. Коран, ну, хадисы прибавляешь, Коран, тавсир берешь, все. Когда ты отдельно Коран читаешь, там, тем более, если язык не знаешь, все нормально бывает. Так, когда понимать начинаешь, что ты читаешь, там же есть моменты интересные, когда понимаешь. Ну, самый интересный момент это когда они там с Мухаммедом и его сподвижники там выиграли войнушку и взяли в плен замужних женщин. Эти, короче, сподвижники были в ступоре и в сомнениях, типа, ну, что с ней делать, там, совесть, я не знаю. И пошли к Мухаммеду спрашивать, типа, что нам с ними делать. И сразу аяты как бы там вышли, то, что там хадисы, что если их десницы овладели этими женщинами, то они становятся как бы их собственностью. Их брак аннулируется.
Просто вдуматься вот это. Есть такое. Это Олтос вот это. Там есть такое. Ужас просто. Короче, полный вперед. Это же еще до судного дня же это будут. Нет, делают. Сейчас что ИГИЛ творил? ИГИЛ это был настоящий шариат. Чистейший. Я одного мусульманина вот так спрашиваю, давай возьмем, допустим, христианскую книгу Новый Завет, там все там Евангелии, и возьмем Коран, там и хадисы. Сравним по таким параметрам, как рабство, там, инцест, что там еще, женитьба там, в никях там 6, и, ну, давай 9 даже возьмем, там, женитьба в 9, половая связь. Помню, ничего не смог. Вот именно вот в христианстве, в этом, я не говорю за Тору, там, за иудейское писание. Но именно если сравнивать христианство там и книгу там и Коран, Евангелие и Коран, то там в христианстве нету ни рабства, ни инцеста. Если были какие-то моменты инцеста, они были как бы, как это сказать, не обязывающиеся, а просто как вот случившийся факт. Но в Коране, например, это как вот дозволенные вещи. Там рабство, инцест и что там еще? Ну и женитьба там с 9 лет. Что и практикуется там сейчас в Ираке и в Афганистане. Нечего ответить, как бы. Если еще дальше пойти, сравнить еще Мухаммеда и Иисуса Христа, тоже понятно будет, чем там занимался Иисус там и чем занимался Мухаммед. Промышлял. Я читал и то я где-то год потерял на это все. Почти я читал и то, Ну, все видишь, везде лазил. 18. Секунда. Мне знаешь, что мне и нам вообще что ближе. У нас наше свое есть. Мы уважаем и христианство, и мусульманство, но нам это не подходит. У нас свое есть. Нам, Брат, знаешь, я так не достаточно. говорю, я не христианин, я просто тебе Да, параллель я читал такую. Я не говорю, что нужно христианином становиться. Я говорю просто как бы сравниваю, Не, да, уже, там, чему учит там как бы ислам и в чем разница. разница там много есть интересного, и там есть. Зацепиться за что есть там. Много чего. Это Там видно, что просто люди... 18 веков, конкретно христианство, как минимум, около 18 веков, да, тоже не ахти было ситуация. И вот только вот сейчас смогли это как-то упорядочить. Но сейчас этого нету, это 100%. То есть после того, как это аккуратно религию, скажем так, ее именно упорядочили быть таковой, да, вот для чего она предназначена, да, там духовная, вот такое. Вот после этого нормально в этих странах, где вот эта вот концепция, где вот это религиозное, как бы именно христианское учение, где оно практиковалось, там вот пошли сразу, скажем так, в гору дела. Эти страны сейчас самые на передовой находятся.
Но то, что они 18 веков от этого там страдали, да, всякими вот этими походами, христовыми, не христовыми, всякие монахи, не монахи, которые руководили вот этим делом, да, всякие инквизиции, всяких, короче, вот такие темы, они, да, это все как бы, этот эволюционный или цивилизационный какой-то путь, он пройден. Но то, что там это было, да, не то, что даже было, оно же там есть и сейчас. Просто его упорядочили. У нас вот, я изучил, короче, что у нас было, например, в республике, какие эти. У нас были, короче, вот эти языческие тейри, тенгри, короче. Были христиане часть. Ислам был там чуть-чуть, короче. Там, и чуть-чуть иудаизм. Ну, это ислам потом, как бы. Ну, до этого, короче, было христианство там. И там часть иудаизма. Ну, и ислам тоже был, короче. Но не тот ислам, который потом еще пришел. Ну, тут разное, короче, у нас было, насколько я понял. Я чуть на чеченском скажу здесь. Обращусь. Хочу адуицу, да, адуицу, кажется, нахия там бочи. Ваенте лечтол халин хочу энда эрвелол. Завески церквячу болтвелди церт инставайком интересы, позиции, отсуман вела боч, чисто религиозными какими-то своими чувствами, я не знаю, что-то не только там чувства, вообще короче, свои вот это психически, психологически, вот состояние, вот очень через это бем, что хочу адуицу глиелу, короче, это оцениться должен. И что ох палю хуйнука, нормально, вэш хума, вэш тема, да я диешь, здоровый. Короче, чего ледер пал бухуин, адуицу хотя бы, далеется, что какие-то нахца хулх. Говори, это я просто вообще в целом пытался так прокомментировать вот в чеченской среде происходящую ситуацию. Ну, вот он мне даже дал, короче, периоды, как это вот ислам пришел. Сейчас я тебе точные даты скажу. Вот у нас как это происходило. Так. Что у нас сперва было, потом как это менялось. У вас, наверное, то же самое примерно было. Ну, по-другому, по-своему. У нас вот пишет, что было, короче, у предков у моих. До 900-х годов старые доисламские верования, тейри, тенгри, культ неба, гор, деревьев, камней, огня, предков, духов. Это, короче, до 700 и 900 годы хазарское влияние на Северном Кавказе. У хазарской элиты был иудаизм, но у предков, у моих, короче, не так массово это было, короче, ну было, говорит. 900-1200 это христианская Алания. Часть аланского населения была христианской, особенно вот это знати, районы вокруг церковных центров. 1300 он продолжает, в регион уже проникает ислам. Это уже во времена даже христианского, короче.
но еще не главный. Пример, ну, мусульманские надписи, захоронения там вот в этих веков, короче. 1200-1500 годы, смешанный период после монгольских нашествий, остатки христианства, старые культы, ранний ислам, тюркское влияние. 1500-1700 годы ислам усиливается, особенно у балкарцев и соседних горских обществ, но еще не везде окончательно доминирует. 1700 и 1800 и сильная исламизация карачаевцев и балкарцев. Ислам становится все более основной религией. 1800 и 1917 года карачаевцы, балкарцы уже в основном мусульмане-сунниты. 1917-1991 советский период. Ислам подавляется, мечети и религиозное обучение ограничивается. А сейчас уже как бы возрождение ислама. Вот такая как бы... Ну, Ну, сейчас это я сам по самой простой пропустил. Тут надо по прошке как бы пропускать, по-хорошему, там, которая 20 минут как бы ищет по более там конкретно, более точно. Ну, примерно вот так он показывает. тут Ренессанс спрашивает. Ибраим Абдурзаков Руслан Милухаев. То есть кто такой Абдурзаков? Абдурзаков Руслан при Дудаеве был министром иностранных дел. Австриашуз, пожилой человек. Там с Закаевым тоже тусуется где-то. И Абдурзаков. Короче, одного белоруса здесь видел. Мы вместе как бы белорусам солидарность с ними проявляли на митингах, когда у них эта тема началась. Вот эти нечестные выборы. Тихановская, короче, этот не отпустил свой трон, русский ставленник. Как его, вот этот картофельный пахан, Лукашенко. И там познакомились с пожилым тоже белорусом. Он знает, короче, Абдурзакова и говорит, типа, там, задолбал он меня, говорит. Бухнет, короче, конкретно и начинает про ислам втирать. Вот такая вот тема у нас, ренессанс. Мол, швег у, швег тух, швег голубой, вег шевег ислам. Бючух, итчана вала, муха вала. Как окошко используют сразу выходы. Ну, чего фига хлопает сразу Аль-Каида ребята, хуба. Ибрахим, а Ну, вообще ничего. этот... Ибрахим, такой вопрос. А вообще там у тебя, ну вот, родственники там туда-сюда, как бы. Ты вообще не знаешь, что, ну, твое вероубеждение, твою акиду? Знаю, я, блин, про меня, как меня здесь, наверное, ну, Пармат получше меня знают, наверное, в этом плане. Меня знают, да, 71%. Такая ситуация. Торпеда не понизилась у них? Ну, подслушивают здесь всякие разные. Будем посмотреть. Мы здесь тоже не мазохисты, я не знаю, или безрезультатно пытаемся рисковать или ввязываться, да, вот в такое дело. То есть тут тоже все продумано. Это, да, это, во-первых, ситуация, которая не... Вот как в этом у Алим Султанова песня там была, да,
нет ничего страшнее отваги, когда она обречена. То есть, во-первых, мы обречены, да, на вот это, чтобы противостоять этому делу, потому что в противном случае, вот если бы мы даже эту волну сейчас не сбили, уже ситуация была бы иная. Там, с палестинской вот этой темой, потом на фоне русско-украинской войны нужны были в европейских странах нестабильность, для создания нестабильности какие-то, короче, действия, скажем так, да, через дебилов, будулаков приводить в исполнение, чтобы, короче, подорвать такую ситуацию, да, там, в странах, которые помогают там, украинцам и так далее. То есть вот это вообще в мире вся нестабильность, которую сейчас мы наблюдаем, даже вот вокруг Израиля и Ирана, это сопутствующие вот русско-украинской войне. Это мое убежденное мнение, потому что я тоже политическое вот эти вот всяким событиям, их пытаюсь анализировать, там, наблюдать. Пожалуйста, у кого-то могут быть и альтернативные какие-то свои взгляды, но я вот наблюдаю за этим, и я это вижу именно так. Я знаю, чьи прокси являются Иран, у кого ядерная программа Ирана, ну и так далее. И вот эта исламистская тема, она тоже как козырь. Тем более чеченцев не просто так на протяжении пару десятков лет обрабатывали дистанционно здесь, в Европе, то есть через русскую вот эту пропаганду ислама. Русскоязычную, если уточнить. Так что вот, не противостоять этому, короче, всей вот этой теме. И, во-первых, чеченский народ и так дебилизирован достаточно, да, чтобы его еще вот это на самотек вот так оставлять. Явно, когда ты видишь, что как этих, как марионеток, да, в руках вот так управляют, против вот этой системы не пойти не было шансов. Но, естественно, тоже там продуманно это надо делать. Чтобы тут какими-то шахидами, шахетами, шахид-мопедами становиться неинтересно никому. Нам вот нужен максимальный результат в нашем обществе, который просто пробудит вот это вот в голове то, что происходит, да, у людей, чтобы ты пробудился, очнулся, и вот то, что мы здесь сейчас объясняем про вот этих осликов летающих, чтобы у тебя в мозгах вот этот процесс заработал, да, когда ты уже можешь думать, не боясь. Просто ты думаешь, ага, осел, летающий на 7-е небо, это что за дерьмо вообще, что это за хрень? Как я могу вот этим идти, ходить, еще своим детям про это рассказывать? Окей, какие-то духовные ценности, да, мы не знаем, все люди не знают, как этот мир существует, кто за ним стоит. Соответственно, там мы приходим к выводам, что этот процесс запустила какая-то высшая сила, какой-то вот этот вот Что интересно, как бы, извини, да, перебил, то, что вообще, вот я сколько не помню себя, вот я все правильное, короче, хорошее почему-то связывал с исламом, например, там, вот даже традиции там какие-то хорошие. Я то же самое, это я то же самое делал. Все, Ну, типа, даже я какое-то хорошее действие, если сделаю, я пытался даже там, если меня кто-то похвалить пытается, да, я сразу это отдавал, этот кредит вот этого всего, да, там, хорошести сразу исламу. Типа я это сделал, потому что я там мусульманин. Нет, это неправда. Потому что то, что у меня было в моих
и твоих там, да, в наших вот этих чаяниях, да, оно вообще полностью противоположно. Вот то, что ты сейчас говорил, вот просто прикинь, идут каких-то нападать там на людей каких-то, поймали людей, у них жены и мужья, и тут ты спрашиваешь у самого божественного, святого человека, о, Мухаммад, короче, тут мы какие-то грязные язычники, вот только познаем ислам, даже выпиваем здесь, бухаем и на джихад идем, на уходе, шахид-мопедами становимся, будучи опьяненном состоянии. Мы еще вообще только вот начинающие какие-то джахили. Блин, нам не по кайфу вот этих вот замужних женщин, их как бы салам алейкум делать. Что бы ты нам подсказал, о пророк? И тут не спосылается аят. Если вам запретны замужние, если только вы их не захватили в плен, это вам дозволено. Бисмилля. Вперед. Алло, это ненормально. Включите мозг, друзья. Просто пропустите это через себя. Вспомните Буданова. Чеченцы, алло, прием. Вспомните Буданова, который изнасиловал девушку. Нормально это было? И то это русский говнюк простой, который там мамку даже, может, насиловал свою. Абсолютно у них это нормально. Даже мама с сыном. Там, извиняюсь. Это вон много случаев. Смотрите криминальную Россию, смотрите, кто с кем, на ком, под кем там. Ну, вы вот теперь пророка Аллахского и Коран, и аяты с этим сопоставьте. Алло, это что за будановские аяты? Просто включите мозг и будьте... Буданов, наверное, лучше всех эти учения изучил. Да, он вообще четко следовал. Просто включите вот мозг. Вот смотри, 65, сура 65, 4 аят. Как разводиться с девочками, не достигшими зрелого возраста. Алло, просыпайтесь, проснись просто. Солнышко, проснись. Куда ты вляпался? Посмотрите просто. И ты дальше вот так этому следовать, слепо. Представь, твои дети, ты насильников, да, воспитываешь или как? Окей, я согласен, что там есть нормальные вещи. Я поэтому 71% то же самое. Давайте тогда эти нормальные, вот это нормальное, вот это не... Потому что когда ты... не, ты неправильно интерпретируешь, ты не это... Сколько бы ты ни балаболил, 14 тысяч в Сирию ушедших людей, они не дурнее тебя. Они как раз-таки искреннее, чем вы. Балаболы, они намного искреннее, они следовали предписаниям. Они не конформизмом занимались. Они ваххабисты. Ну да, их назовут ваххабисты. Алло, тут дело в том, что они следовали истине, предписанию, не искали отмазок. Там не такая война, там не это, там не... Тебе так не сказано, такая, не такая. Тебе сказано, что бы ты следовал. Ислам это не Я просто в шоке был. Я одного пацана знал, короче, он был хорошим таким борцом. Он, короче, на 1 год старше учился там в соседней школе. Ну, с республики. Я этого человека как бы давно знал. Просто в шоке был, когда я вижу его там фотки, как он с этими альбураками там... пропал, короче. Вместе с братом они туда что-то поехали. Его брат такой был. С поехавшей, короче, головой. И все там, по-моему, мать осталась одна. Там брат и 2 брата, короче, куда-то исчезли там в Сирии. Да, это, конечно, да, трагедия, но это ничего по сравнению с тем, что, представь,
Сюда, в Европу, люди приехали, бежали из своей республики в надежде на лучшую жизнь, да, чтобы их там, ну, спокойно можно было жить, да, вот сюда приехали. Здесь кто-то здесь создал семью, кто-то оттуда приезжал, потом здесь дети у него родились. И вот взять там 5-7 штук своих детей, и отсюда, из вот этой европейской страны, да, где мы проживаем, отсюда со всей этой семьей, с женой, с детьми поехать туда. Понимаешь? И все, потом эти люди там мужа сразу прибили там куда-то, закинули, как мясо пушечное. Тем более никогда ни в войне, нигде не участвовали какие-то парниковые, блядь. Оттуда, со своего, да, из своего дома соскочили, понимаешь? Там они участвовали нигде. Просто отсюда сюда соскочил, потом поехали туда, а там их, короче, называют, о, Шишани, там, туда-сюда, ты крутой, там. Да он, блин, вообще ни хрена не знает, понимаешь? Ни в совковой, ни в армии нигде не был, ни в военных действиях, ни вообще. Какой-то парниковый, который убег сразу в Европу, тут там сделал семью, потом взял туда, переехал, ему там в руки дают винтовку, короче, давай в бой ты Шишани, давай ты эмир какой-то. Сразу как куропаток там их ложат, короче. Я смотрел какие-то ролики, просто как в тире, да, куропатки бегут, вообще без какого-то понятия, да, какую-то позицию занять там, или попытаться какой-то план выстроить, да, там военный, там, стратегию какую-то, какой-то обход как-то напасть, там, с тыла или как-то. Просто как куропатки вот так бегут, там, ля иляха илlallah, ля иляха илlallah, кричит их, как в тире по ним стреляют. Этого сразу мужа пришибли, короче. Семью сразу по рукам пустили. Мелких детей, девочек, 7-8 лет плюс, понятно, да, уже можно. Их тоже, короче. У меня вот сестра двоюродная, она вышла за такого, короче, и в Сирии опять-таки исчезли они. Непонятно там, отец ее, короче, и моя тетя там, ну, с горя, короче, по этой теме они болеют, этой темой, короче. Там куча у нее там уже детей было. Пропала, короче, в Сирии где-то там с мужем вот таким больным, который туда, короче, всю семью повез. Трагедия, да. Это давно было. Уже, наверное, лет 15, наверное, что ли. В 12-м это началось там. Там массово где-то в 13-м, в 14-м. Очень хорошо работали эти их в интернете, там, я не знаю, вот эти призывальщики, короче. Да. Там, знаешь, там, ты помнишь вот эти фильмы профессиональные, да, там привяжут человека к дереву, потом с гранатомета пуляет, и там с 10 сторон умедленно показывают, как снаряд с гранатомета летит в него. Кучу картинок всяких там с джихадом, там с музыкой. Они даже Муцураева использовали постоянно под всякими там постами, там всем. Кстати, а Муцураев сам нормально там дома ходит, гуляет. Представь, у нас пацанов из-за того, что его музыку слушали, есть те, кого без вести теряли. Да вот недавно же этого Ильяса, вот этот боец, который в поп ММА, короче, выступает, у него из-за того, что у него Мусураев, по-моему, стоял, музыка, короче, и и что-то там, короче, не помню. За это его, короче, по-моему, посадили, потом он кое-как на СВО там сходил, и потом вернулся. Это недавно было, там, где-то год назад, там 2. По этой теме еще дергают у вас, по-моему.
Да, популярный он был. И я помню еще, когда мне лет 13 было, там телефоны, когда там еще вот эти новые там 6230, там К500, там Sony Ericsson. У всех там это Муцураев там, как 50 Cent, короче, на каждом телефоне он был. И он даже, знаешь, чем-то этим был таким, каким-то как духовным наставником, как на пути, короче, к исламу, можно сказать. Таким тайным, запретным для молодых, короче. Да, Якубова отправили на джихад в Украину. Не, он хороший парень, по-моему, Ильяс. В этом смысле, по-моему, порядочный парень, если я не ошибаюсь. А еще хотел что сказать, Ибрахим. Мне кажется, знаешь, вот ваша ситуация там, то, что в Чечне там сложилось, мне кажется, она сама по себе рассосется просто в какой-то момент удачно как-то. Вот как там с СССР там происходило. То же самое, мне кажется, как-то вот это все рассосется в какой-то момент. Ты так не думаешь? Ибрахим? Да, сейчас я В чуть мечтах и грезах смутно виден рай, но не могу представить райские угури. Красиво Я поет, сильно красиво желаю поет. райские угури. Не могу представить райские угури. Я думаю, он больше даже для ислама сделал, чем Мухаммед. Его бы Само по себе ничего не рассосется. Само по себе как бы само по себе бы это рассосалось еще, если бы это бы не подпитывали бы 1500 мечетей сейчас построили. Это же не для того, чтобы все само собой рассосалось. И вот это то, что сейчас продолжают, да, всякие войска Иисуса, алейхиссалям. Ну Это ничего не для там, того, чтобы рассосалось. в церковь или в синагогу превратите, как бы, если надо будет, или в музей там. Превратить-то можно во что угодно. Но вот чтобы превратить, нужно, чтобы чеченцы были. Сейчас пока чеченцев нету. Да, сейчас неприятно будет это на слух и моим соотечественникам, и все будут, короче, троллить, да, вот то, что я говорю. Но, к сожалению, нет сейчас чеченцев. Чтобы чеченцы были, они должны быть. Чтобы вот быть чеченцами, нужно придерживаться вот этой чеченскости, да, там, что их делало бы чеченцами, и как-то вот свою вот эту вот протекающую всю политическую и так далее ситуацию в ней принимать участие. То есть пытаться каким-то образом хоть частично принести какую-то пользу. Вот сейчас, в данный момент, это в информационном пространстве мы здесь можем вот так там выработать там общие какие-то
общее мнение, общее национальное там самосознание, что-то такое. Вот участвую. Если представить, что там Россия распадется, там Кадыров там Смотри, Россия Гурьем отправится. Смотри, Россия никуда не распадется. Чтобы Россия распалась, это как бы уже, скажем так, инициатива или прерогатива россиян. То есть это зависит от самих россиян, от народов, которые являются коренными российскими народами, так называемыми. Вот это зависит от этого. Чеченцы на это повлиять не могут, потому что, во-первых, нас самих нету, то есть нам нужно вернуться хотя бы в состояние, где мы были. Нас как бы для своих этих каких-то интересов нас нету сейчас. Не, я понял. Я не говорю, что чеченцы если мы вот, смотри, если мы сформируемся каким-то образом, вот хотя бы частично, какое-то национальное самосознание вернем, в хорошем смысле этого слова. Сейчас не идет речь, что если у нас наша национальность какая-то, что это должно, видите ли, вредить русской национальности или какой-то другой национальности. Никому это вредить не должно. То есть, если нормально чеченцы будут нормальными, и соседям могут помогать. Вот, например, тебе хорошо же иметь хорошего, здорового, вменяемого, я не знаю, какого-то соседа, да, который в нужную минуту и поможет, и все. Либо какой-то вот рядом с тобой находится раб. То есть тебе, конечно, ты хочешь нормально, чтобы... Да, мы тоже хотим, чтобы рядом с нами вот так все было. И те, кто рядом с нами, также должны хотеть. Это нормально все. Ну, вот в данной политической вот этой реальности, ситуации, да, мы на вот эту мировую геополитику все мы не можем влиять. Вот когда у нас самосознание было, мы как бы были государством, у нас было какое-никакое вооруженное, какая-то борьба, да, там, когда мы пытались сохранить свою государственность. Вот в такой вот теме, да, мы это все сдерживали. Мы сдерживали и вот эту украинскую войну, которая сейчас проходит, и войну, которая в Грузии была, и много других каких-то, тот же даже вот ситуация в Иране, которая, да, я же вот поэтому провожу эту параллель. И это все было, это все сдерживалось. Когда через нас проехали катком, все дальше оно вот так пошло. И теперь вот в нынешней политической вот этой данности, да, чеченцы абсолютно... Вообще Россия перестала быть абсолютно исключительно чеченской проблемой. Все, нас уже проехали, схавали, нас уже сделали своими же россиянами, как многие хотели, которые нам говорили: сидите под Россией и не рыпаетесь. Сидите там, вы не правы. Вы хотите быть свободным народом, государством? Нет, вы не правы. Вы русские, вот как вам говорят, вот вы должны... Они скажут джихад в Украине, войско Иисуса, ФАС. Вот вы, да, это правильно. И нам сломали вот эту вот, как бы, мозг, скажем так, да, вынесли. Всю мораль, всю нравственность, все нам сломали. Блин, что, как это так? То есть тебя тут мочат за то, что ты хочешь свой самобыт там сохранить, что-то такое, а тебе всем миром говорят: нет, ты должен быть как твои убийцы, ты должен быть с ними заодно, ты вот должен им подчиняться. И вот эта ситуация, она во многом сыграла, да, что нас радикализировали, что нам же вбивали постоянно, это кафиры, они все вместе, поэтому они вот так и говорят, да, нам вот так и говорили.
И в итоге поверили в это многие, поверили и в то, что они под русскими сейчас должны быть, и то, что в этом мире нету правды, и то, что здесь только сила, короче, да, там, право сильного. Ну, я сейчас туда углубился, я сейчас не об этом. Я сейчас говорю, окей, через нас проехали катком, все, мы уже ничего не решаем. Теперь это все зациклено на Украине. Но на Украине это же тоже не закончится. Потому что Украина – это не последний рубеж. Украина – это только начало, скажем так, как бы укрепления империи. Если по украинцам проедут, не дай бог, катком, все, украинские пехотинцы, как сегодня, пехотинцы Кадыркина, там, путинские, вот эти пехотинцы войска Иисуса, алейхиссалям, вот это будут тоже делать украинские вот эти вот, скажем так, достаточно мужественные, достаточно, скажем так, решительные там вот эти вот люди, да, которые сейчас отстаивают свое государство, они будут перефокусированы уже под русским сапогом на других, и это будет вот так продолжаться. И если это даже так не будет, если на Украине это зациклено будет продолжаться, все равно это сейчас головная боль всего мира, в частности Европы, которая после Украины на очереди. Поэтому мы не можем на это сейчас влиять. Все, мы уже смирились с тем, что мы под-русски. Нам уже сказали, вы под-русски, вы должны выполнять их приказы. Хотя сейчас опять пытаются там пальцами в одно место тыкать. Да, вот в Австрии газета писала. Здание администрации Мариуполя захватили чеченцы. Пишет Австрия, вот где я живу. Австрия, которая не признает нас как государство, которая нам тоже, как и все остальные, говорит, вы русские. И потом нам пытается писать, там, здание администрации Мариуполя захватили. Алло, 29-е захватили, да? Здание администрации, прям чеченцы вот захватили. Ну, давайте еще пишите писюльки, еще там на чеченцев пишите со всех этих. И что, вы потом вас русские пожалеют, что ли? Нет, это теперь ваша проблема и Австрии, и Германии, и в Америке в том числе, да? Сколько бы ты там Трамп не бегал на Аляску, хвостом не вилял, все равно это головная боль. Все сейчас... Вот это вот одно место, которое очко называется, я хотя, ладно, все-таки я высказал его. Вот это вот у всех не железное там такое дело. И все вот крутятся, вертятся, вот пытаются, давайте теперь все-таки решать, надо будет это всем. Если не надо будет, да, мир поменяется и будет русский мир. Будет в Европе везде Мухосранск. Да, до Америки тоже Мухосранск дойдет. Пожалуйста, там. В других каких-то странах, которые под крылом Европы, Америки, они тоже в Мухосранск превратятся. Ну, тогда все будем в Мухосранске жить. Хрен тогда со всеми. Если не хотим в Мухосранске, будем в цивилизованном стране, все-таки победим вот эту чуму, да? Победим, я имею в виду, победите вы сейчас, вот цивилизованные все люди. Тогда, окей, мы будем свое тоже требовать от цивилизации. Так, вы, цивилизованные, да, все. Вы как бы все хотите, чтобы в Русне больше до кого не домогались, да? Да, хотите, окей, вот мы тоже одни из таких, которые не хотят, чтобы нас... войсками Иисуса делали и так далее. Мы с этой хренотенью не хотим. Вот. Кто хочет, будьте их и внутренним делом, или себе их внутренним делом сделайте каким-то.
как угодно. Или вы над ними, или они над вами. Там, кто из вас над кем, над кем, не знаем. Ну вот, если в этом мире будет справедливость какая-то, цивилизация, мы вот свое требуем. Все, вопрос закрыт. Просто чеченцы должны для этого быть. Если не будет чеченцев, будет какая-то хрень непонятная, исляма какие-то. Я мусульманин какой-то. Этот Ибрахим, ты не понял? Я имел в виду, что вот бывает же, рассосется, я под что имел в виду под этим? Вот как вот СССР не стало там в один день, вот ты и я, например, вот, ну, это слабо как-то представляем, но история циклична, как бы это может произойти, например. Там какие-то республики, например, Татарстан, там, я не знаю, там, Баш-Татарстан, скажут, там, вот мы там создаем свои там государства, там, потом другие какие-то там республики появятся. И вот так как-то что-то произойдет, например, там. Я про такое, я не говорю там, чтобы там Чечня там что-то сама там выпрыгивала там. Не, мы никуда выпрыгивать. Вот смотри, мы уже давно самоопределились. То есть в современное время, если у нас допустимы в цивилизованных в цивилизованном обществе, которым мы себя позиционируем, да, международное право, Женевские конвенции, 5, 10, если мы всем миром этому следуем, то получается нас в конце 20 века захватили, колонизировали. То это не в счет, это нужно возвращать на место. То есть мы не собираемся ни от кого отделяться, заделять. У нас вопрос не... Извиняюсь. У нас вопрос поставлен не о государственном статусе независимости. У нас вопрос стоит о деоккупации нашего захваченного, колонизированного, оккупированного государства с возмещением полностью всего нанесенного ущерба. Вот какой у нас вопрос стоит. А республики там и эти, которые сейчас хотят суверенитет, отделяться, это вообще другая тема. Это внутрироссийская как бы проблема. И если вот такая какая-то волна пойдет, да, кто хочет там отделиться, да, Не, ну это как бы ты одни из самых первых, да, мы одни из самых первых, которые признают. Я да, тебя, Ибрахим, я тебя... Потому что, да, мы сами знаем, как... Я понял твою точку зрения, но я имею в виду другое, например. Ну, если, допустим, вот это твоя, как бы, да, точка зрения, то, что вы уже там вышли, как бы, да, если брать так. Я говорю про другое. Это не моя точка зрения, это международное право. Просто сегодня некому это в морду вот этим, скажем так, ударить, да? Ты имеешь в виду, когда возможность появится, как бы просто этим бить, да, этими бумажками? Нет, мы ничего, у нас все в рамках права, понимаешь? То есть, если этот мир, он придерживается международных прав или не придерживается? Если не придерживается, мы уже другую тактику какую-то, да, можем выработать. Если мы придерживаемся, если мир придерживается международного права, то в соответствии с этим международным правом мы все сделали, как и нам позволяло оно. Только сегодня осталось, чтобы сегодня чеченцы, которые представляют этот народ там, и так далее, чтобы они этим законом любому, короче, в морду его, да, там, то есть всех принудили придерживаться этого. Но чтобы это произошло сегодня, нужно, чтобы с Россией что-то произошло, да? Потому что все сейчас, как Джагар Дудаев говорил, что если Чечня это внутреннее дело Российской Федерации, настанет время, когда Европа станет там Россией внутренним делом России. То есть сейчас
это не наша проблема, понимаешь? Не, я имею в виду, как бы, если такая ситуация настанет, в любом случае, как бы, это же не будет там, что вы как бы одни там, как бы, да, там, выскакиваете этим. Я говорю про такую ситуацию, когда помимо вас там, ну, будут еще какие-то другие, которые маневрировать, например, будут. Потому что вы, если одни сами захотите, да, там, это уже не развал будет называться. Как бы развал должен быть таким, что это будет А развал у нас и какой-то. нету интереса кого-то разваливать, ты не понимаешь. Вот смотри, если какие-то республики, они хотят выйти из состава Российской Федерации, они должны придерживаться международного права. И если они будут там бороться за это, мы полностью, вот как сформировавшееся, надеюсь, да, на тот момент государство, вот как Грузия, да, например, как Армения, как Азербайджан или другие страны, мы со своей стороны можем оказать какую-то поддержку, да, там, будь это политическое признание, понимаешь, либо будет... А то, что Кадыров этот и все остальное, то, что было там, ну, начиная там с этого, с Ахмата там, это все как бы вы нелегитимным как бы признаете или что? То, что она входила Конечно, там... нелегитимно. Это чисто бандитский преступный режим. Все, что там сейчас происходит, это полная ответственность за это ложится на русских оккупантов. А Но вот мировое эти, которые... сообщество примет Вот эти это? говнюки, которые исполняют эти приказы, они тоже не уходят от ответственности. Любой говнюк, который выполняет преступный приказ, он должен нести за это ответственность. Ни один, даже по их русским законам, у них нельзя исполнять преступные приказы. Не, я имею в виду, вот мировое сообщество, например, признает ли недействительным все вот эти, ну, как бы все время там, начиная А с куда Ахмата? им деваться? А куда они денутся? Если ты предоставишь все вот эти доказательства, куда? Я же поэтому говорю, мы какой мир видим? Мы видим Мухосранск, да, то есть где кто хочет, тем и занимается. Тогда нам нафиг не нужен такой, какие-то чьи-то признания. Мы тоже будем где надо, короче. То есть нам же так не говорят, нам, Не, нам говорят, признание нужно, что потому что финансовое там и все остальные как бы плюшки, они как бы с признанием и всем остальным, там, ну, всякие там дипломатические там здания там и все остальное. Как... в том-то и дело, что если этот мир, он, смотри, вот после Второй мировой собрались во всем мире люди и создали новый мировой порядок, да, вот после Второй. Для чего? Чтобы предотвратить в дальнейшем вот такие мировые войны, да. И туда входят вот эти все, короче, законы, которым сегодня многие цивилизованные страны придерживаются, и даже какие-то полуцивилизованные. Теперь, кто их не придерживается, сразу подпадает под санкции, под 5-е, 10-е. Вот теперь смотри, что самое, я не знаю, как бы это помягче назвать. Вот смотри, 7 октября насильники нападают на государство Израиль, насилуют, вообще жестоко, просто по гражданскому населению, да. То есть все это Запекали там младенцев там и все остальное. Да, блин, это все происходит именно террористическими методами в гражданской среде, понимаешь? Нет, ты представляешь, если бы в Буденновск, когда Шамиль Басаев, они зашли, бегали бы за всякими находящимися на каких-то там танцах, я не знаю, на каком-то клубе, каком-то мероприятиями, женщинами, детьми, расстреливали бы их, да, вот так за ними бегали, потом добивали, где-то бы им отрывали эти, у меня есть эти видео. Представь, вот этим бы ходили бы там, занимались бы.
Никогда в жизни ни одна чеченская мать этих говнюков не поддержала бы, кто вот так поступает, понимаешь? Никогда в жизни. Ну, в любом случае, на тот период, я не знаю, сейчас там уже русские себе уподобили многих, не поэтому, короче, войну в Украине, вот это все, мародерство, все молчат, рты позакрыты. Но если там чеченцы как бы свободные были бы, там ситуация тоже другая была бы. Ну, дело в том, что там, короче, нету этой свободы, поэтому мы не можем сейчас точно. Я сейчас пытаюсь объяснить. Вот это то, что там произошло 7 октября. Вот эти все, детей, женщин, всех подряд. Потом туда привели, там эти радуются. Бабушки, тетки всякие. Этих, короче, туда приведенных гражданских людей, их куда-то прячут там. Вот этих говнюков, которые, насильников, которые вот этими убийствами, всем этим занимались, их прячут там. Никто это не осуждает вообще. И сейчас ряд стран говорит, что там независимость Палестины и так далее. Я просто не могу понять-то, я могу это, да, я понимаю, что происходит. Просто у русских, у них там евреи вообще вон там где-то в хвосте у них находятся, да, вот. По их вот это во всем мире, то, что русские там, да, лобби всякие, подкупы, коррупция, всяких политиков, короче, используют, да, там кого-то шантажируют. То есть вот это все, что происходит. И теперь смотри, чеченцы, которые в своем государстве там живут, пошли куда-то в Дагестан своим исламистским братьям, багаудинам, всяким вот этим говнюкам дагестанским. Пошли туда им исламское государство устанавливать. И потом на нас напали, наше государство, короче, я не знаю, за горло взяли, короче, всех там раскидали, все, что угодно с нами переделали, да, при том, что наш народ четко осудил вот этих всех говнюков, которые пошли в Дагестан. И наш вопрос, он вообще где-то под шконкой, понимаешь, что здесь происходит? Вот это вот я-то понимаю, да, что, ну, это все, чтобы в рыло вот этим вот бить, да, для этого должны быть чеченцы. А чеченцев нету, вместо того, чтобы чеченцам, наоборот, проводить эту параллель и сказать, что как вот этот мир вы можете вот этих насильников, убийц, там, я не знаю, маньяков, их признавать сейчас, да, после того, что они сделали вот так. Вместо этого чеченские говнюки идут с этими говнюками, с ними, короче, поднимают какие-то пластилинские флаги и полностью, то есть всему миру показывают, что нам насрать на самих себя, на свой чеченский вопрос, на свою государственность. Главное, чтобы вот этих насильников, короче, Нет. короче, вот такая у нас ситуация. Такая у нас ситуация, к сожалению. Это вся проблема в том, что мы вот сами не можем пробудиться, потому что мы находимся под русским террором, потому что мы находимся под атакой вот этого истинного ислама ваххабистского. И вот эта деятельность, которой мы занимаемся здесь сейчас, вот о чем я сейчас лично вот говорю, я Фарго вот сейчас... Inside Ичкерия зашел, Пармат там, ну Пармат чисто на религиозной теме. Вот то, о чем мы сейчас вот говорим, пытаясь пробудить вот это общество, это баг. То есть это вообще не предусмотренные какие-то непредвиденные обстоятельства. Вот мое мнение, например, кстати, по теме там 7 октября. Вот несмотря на то, что какие ужасы эти как бы ублюдки, да, там сделали, мне кажется, как-то они вот
вот как-то вот это вот проплачивается, ну, все-таки вот у них тоже есть свои там пару долбоебов, которых постоянно снимают, вот этих там, которые что-то там делают, короче, или говорят. Или это, я не знаю, там, это ихние там какие-то двойные там, которые... В общем, непонятно, короче. Но вот это все очень прекрасно, короче, вот эти пару каких-то моментов с Да разных ничего ракурсов. там непонятного нету. Просто вот этих вот говнюков, там, обезьян этих, точно так же используют, и их постоянно, как вот эту вот собаку, фас постоянно, как бы ее обозлить пытаются, да, вот на Да, кого-то. извини, этот радио. Да, вот так вот, и их, этих дебилов, постоянно травят на евреев. Поэтому евреям же не интересно тебя травить кто-то или не травит, короче. Ты вот на тебя собака какая-то, когда лает, кто бы ее на тебя не травил, ты ее, если у тебя будет в руках какое-то это, да, там самострел, ты эту собаку там на месте, короче, пристрелишь. Ну, это По что понятно, ты да. нахер травишься, После того, что они сделали, это понятное дело. Как бы, ну, как-то это вот, я не знаю, там, кто вот это платит, чтобы они как-то могли вот это как-то вот закрыть. То, что 7 октября там произошло, вообще непонятно, почему эта тема как-то вот, несмотря на то, что они говорят, как-то ее смогли там перестелить, короче. Вот, что я думаю. Могли перестелить, потому что во всем мире у вот этих, которых травят туда, у них есть везде свои говнюки, которые во всех международных институтах сидят. Весь вот этот арабский мир, эти же русские, которые постоянно в жопу, я извиняюсь, лезут и Израилю, и через Иран пытаются там всех, короче. Человек, откуда ты так много знаешь, ты молодец, я, блядь, вообще в шоке. Привет всем. Вот такой Да, ученый, шалом. обученный. Привет, Лев, Машо. Привет. Шалом. Благодарю, ну ты вообще молодец. Вот таких людей бы побольше, как ты, и мир бы был бы безопаснее и спокойнее. Ну, не знаю, побольше, поменьше. Просто не все говорят правильные вещи. Скажи, пожалуйста, неужели вот в Ирак, Иран действительно есть какие-то вот такие мудрецы, что такие вот мудрецы, что от нашим сознанием таких людей не понять? Я хочу узнать, что ты должен что-то слышать. Ну, есть такие люди, что вот такие мудрецы великие. Есть такие люди или нет? Ты про что имеешь в виду? Я не понял вопрос. Я имею в виду, что вот есть... Ты выпил? Нет, я не выпил. Я имею в виду, что есть, волхвы, как их называют еще? Мудрецы, которые там... Кудесники. Времени не подвластны. Есть такие люди или нет? Ученые. Ну, я не знаю, может, ученые. В исламском мире есть машина времени. Изобрели. Да, я об этом и хочу узнать, что вот Иран, Ирак, что это зона вот этого не подвластного людям. Это действительно так? В исламском мире существует машина времени. Уже давно ее изобрели. Но ты имеешь в виду, что это... Нет, все, кто истинно следует истинному исламу, ваххабизму,
салафизм. Вот все, кто истинно ему следует, они все возвращаются в 7 век, в прошлое. Прошлое. Даже больше, даже больше еще. Там, откатин еще Я назад. не об этом хотел узнать. Я имею в виду, что есть то, что нам не показано, от нас спрятано, и мудрецы Ирак, Иран, те, кто даже очень закрытые люди, знают о таком портале. Есть такой? Портал есть, это по-другому, они называются кротовые норы, там червоточины. Вот видишь... Но вот, это существует или нет? Да, Вот да, видишь да, вот этого видишь, Альбурака на осла? аватаре, да, на аватаре есть вот этот Альбурак, священное животное, на котором Мухаммад летал на 7 небо, и он как бы с быстрее скорости света летел туда. То есть он как бы Первый космонавт. использовал. Да, Ну, использовал значит, вот этот получается, те, кто нас уничтожают, они об этом знают, получается, да? Они все знают. Ну, я так... Ну, то есть они нас уничтожают, и они об этом знают. Они первый космонавт. Анунаки, они все знают. Нет, я имею в виду... Не Гагарин. Нет, Гагарин, я а имею в Мухаммад. виду вот наши правители, которые нас пытаются А ты можешь конкретно истребить, они назвать? об этом знают? Конкретно ты можешь сказать, о чем ты говоришь, кто ученый? что, как? Американские сионисты. Да, Сейчас да. ты Вот узнаешь. я знаю, смотри, что первый космонавт в мире это был Мухаммад, не Юрий Гагарин. Это факт. А ты что мне скажешь? Да, я не тебя слушаю, я другого человека слушаю. Дор, ты можешь конкретно- ты можешь Смотри. Выкиньте. Еще. Вот Еще, подожди. сейчас тебе скажут, смотрите, говорите. Еще, оставьте его. Смотри, подождите. Смотрите, дайте одну мысль выскажу. Сейчас микрофон выключите. Вот смотрите, все чеченцы, которые вы поддерживаете пластилину. Просто вот ты сейчас, который долбоящер, зашел сюда, вот вы все просто можете подумать, подожди сначала, еще Потапа, сейчас вернешься. Вот все подумайте, вы мусульмане, да? Вот вы мусульмане. Вас русские 2 войны мочили, там 300 тысяч замочили. Вас там по всему миру сейчас раскинули. Вы сейчас там, короче, как люди без своего земли, там без адреса своего, где-то лазите. Вон другая часть, где-то войска Иисуса, полностью даже пикнуть никто не может там на своей территории, на своей родине, инакомыслие какое-то проявить. И вот смотрите, сколько арабов в каких-то ООНах, в каких-то там европейских организациях, в каких-то, я не знаю, ОБСЕ там и так далее. Где, покажите хоть один момент, где про вас, ваши братья, мусульмане, хоть одно словечко сказали где-то. Просто покажите это. Хотите, я вам покажу, как они за Палестину ноют, сидят? А чё, вы же тоже мусульмане, братья. Почему о вас никто из этих братьев мусульман, арабских, никто там ничего не говорит? Вы можете хоть раз мозг включить и просто подумать, почему вот так происходит? У них Вы есть... же вроде за ту же пластилину ходите, ноете, дебилы. Просто посмотрите хоть один момент какой-нибудь, где про вас какое-то словечко сказали. Ваши братья мусульмане, посмотрите. Самое интересное, Ибраим, смотри. Вопрос, да, говорит, что вы, блядь, Подожди, обезьяна. Подожди, обезьяна. закрой, блядь, гандон, блядь, Отдохни там, отдохни. Уважаемый, Да. извини, пожалуйста, я Тихо, же вас подожди. не об этом спросил.
подожди секундочку. Ибрагим, смотри, самое интересное, что они лежат под русскими, и им хорошо. То есть кайфуют. То есть русские пришли в их дом, да, в дом чеченцев. Были 2 войны, а сейчас они легли под русскими. Но что их больше интересует, это что в другой стране творится, что какая-то Палестина, которой никто мне не скажет, что такое Палестина, или был там король, и кто там правил этой Палестины. 7 Понимаешь, они даже не знают, октября. да, не, оставьте его, историю даже не знают, что такое Палестина, регион, но про свою землю, а их это не волнует, понимаешь? То есть они 2 раза легли. Сначала легли под мусульман, а потом легли под русских. Так вы что, ребят, у вас не болит сердце, что вы легли там и под мусульман, и под русских? Вот ты сначала иди свой... Подожди, дай секунду. Подожди, не прерывай. Вы сначала разберитесь дома у себя, отстойте свою землю, как мы. Знаешь, что сказал, когда Байден сказал Биби? Байден, что он отменил ему бомбы. Говорит, что вы сейчас будете делать? Мы будем драться с зубами и когтями. Понимаешь? Мы включили 4 завода, которые были заморожены. Бомбы. То есть мы стоим насмерть за свою землю. Ты мне зачем об этом говоришь? Не тебе я тебе говорю, подожди, успокойся. Вы должны первым делом, вот ты ногчи, если ты ногчи, стой за свою землю с зубами, насмерть, понял? Твоя земля. Не русских, не мусульман, твоя земля. Ты понимаешь? И ты, обезьяна, поднимаешься ко мне. Стой, не подгорай сначала, услышь меня. Ты, обезьяна, поднимаешься ко мне. Пидорский голос, блядь, тебя Подожди, слушать противно. Ты... Тихо. Подохни там, подыши воздухом. Вот ты, обезьяна, поднимаешься ко мне. Сейчас, Лео, подождите, сейчас Лео... Ребята, вы зачем друг другу оскорбляете? Аккуратно. Так, Да. ты... Вот ты... Сейчас, я тебе скажу. Ты, обезьяна, поднимаешься ко мне. Лео, договорить, я тебя подниму, вот этот ногчо, который написан. Да. Потом мы с тобой поговорим. Я прошел боевые здесь действия, армию, и я дрался с зубами за свою землю. И также мы все деремся. И ты поднимаешься ко мне, обезьяна, и кричишь про какую-то Палестину. Иди дери за свою землю, ты, поц. Тебе что, не обидно, что ты лежишь под русскими? Все. А то, что там будешь кричать на Израиль, мне как-то все равно, мне до лампочки. Мы делаем, вы болтайте, а мы делаем. Так, сейчас 1 минутку, дайте я вот с этим поговорю. Смотри, я тебя включаю, без Брахин, без ничего. В Ливан его сразу приглашай тоже. Не, ты видишь уже какую создаешь агрессивную обстановку. Смотри, я тебя включаю, и ты просто со мной говоришь, что ты хочешь. Чтобы... Этому отвечу, ладно, который говорит, я под кого-то лег бы или еще что-то бы, да. Ну, зато, как твой Израиль, да, никогда в жизни чеченский народ не говорил. Я Израиль... Зачем выключать микрофон? Я же ему отвечаю. Зачем выключать микрофон? Я тебе отвечаю, без мата тебе отвечаю. Чеченский народ, в отличие от твоего Израиля, 750-тысячный ЛГБТ-парад не называл парадом гордости, чести и достоинства, бат. Это не так, разве? Как не так, если так, бат? Подожди. Я с ним больше не хочу разговаривать. Подожди. Встречный вопрос. Да, что Россия, ЛГБТ самое главное. Россия, ясни, что Россия, Ибрахим, сахил вопрос, Палестине, сахил чора, давала мастер, сахил глибала, да, Хажа, Ибрахим, сахил вопрос, Хажла, noch чикамаш, шик томгин, ой, да, отгазк, ой, я, настолько харцуй yin way beerstay and way baknach by and way qongi bagin way qongi lazin qamduq way duy Да. хажла ассай в первую очередь со бусал бхилар шолах со нох чохилар والله بالله تالله бо астагана Палестина ахсан игаз хибеш дуй газ хибеш дуй иш даже ахдолитер дари мацал болитер бариа أنا بقضي باتر تعوانات
كودا دويتش بلا إسرائيل إسرائيل دويتش تو فلسطين هدول بيرش بلدنا إسرائيل كيف دويت ويق بلدنا شيء ديت كان دالين تو إسرائيل دويتش داخلوش ست شورلوش قطعة حالة دول Хашиту амбиц белахон, значит, да? شون بيش بلتون شيء طعم هم بيت Меч вагаешься. Я примерно понял, там у него прям про Подожди, Палестину горит, да? подожди. Вот смотри, вы его сейчас вышвырнули отсюда. Вот смотри, ты сейчас сам говоришь. يا بلدنا وعد واقش شاش دي ستريم بلد سغلا عبادنا Ты сейчас про 2 войны здесь наговорил. да да И где ты, воин? Почему ты сейчас забыл это все? بلد ليون بلدنا со своим بلدنا ЛГБТ пидорский флаг Свободнее. такой Израиль ебал большой Так, я его спускаю. Подождите, этого тоже не поднимайте. Бухой. Смотри, я сейчас пока не выскажу, не поднимайте его. Я просто хочу объяснить. Вот смотри, ты еще раз повторяю, 2 войны у тебя прошло. Ты вообще по всему миру где-то пинают тебя, где-то ты лазишь. Абсолютно твой народ вот сегодня находится в такой трудной ситуации. Ты почему забыл про это все? Где ты? Кто ты, воин? Почему ты на каких-то Израиль куда-то лезешь в теме, в которой ты не разбираешься вообще? Почему ты к другим куда-то лезешь? Почему ты пытаешься правозащитником каким-то стать? Почему ты где-то колодцы пытаешься копать в Африке? Кто тогда будет чеченский вопрос, чеченскую тему решать? Вот можешь ты ответить, что с вами, что с тобой произошло? Где вы, воины? На каких вы фронтах колчаковских? Да, попроси его без эмоций, чтобы он этот зашел. На русском. Егдойт состав, бля. Я фитнес тренер ехудов, который всех ехудок маму ебал, бля. Гандон, что ты, бля. Леон, я Это говнюк, это он был, что ли? Да. Ну, видишь, абсолютно, он сейчас сам поныл здесь. 2 войны какие-то у чеченцев уже прошли. Это было. По-моему, это не он. По-моему, это не он был. Он по голосу. Блин, куда-то лезет к евреям. Он сейчас просто здесь не будет, да, выговаривать там перед нами. Ты куда-то там на еврейскую площадь, тебя там по всем дырам протащат, да, там. Вот то, что о тебе отзывается, там, русня, террористы, всякое дерьмо на тебя, да, накидывают. Вот так вот тебя через эту же пропаганду, которую ты на евреев гонишь, да, вот как через эту же пропаганду, которыми вам мозги, которые промывают там, вот такую пропаганду, которую про тебя говорят, тебе ее выложат так, что ты вообще никогда ни человеком, никем не будешь, не отмоешься никогда. Дебил. А пусть приедет к нам, что проблема? Мы его такие, как он, штабелями здесь расставляем. Удобрения делаем. Что проблема? Давай, герой. У тебя есть проблемы с Израилем. Берешь билет, приезжаешь против, тебе дают автомат в Ливане. И все. Моя жизнь удалась. Засекай время. Все, что ты здесь в ТикТоке где-то геройствуешь? В чем проблема? Мы тут уже полвостока поставили на кого, тебя поставим. И такие, как ты. И ставили, и будем ставить. Вы говорите, а мы делаем. Понимаешь? Это европейцы сказали. Наши это НАТО сказал. И с Трампом вместе. Большая разница. Мы говорим, а они делают. Давай, герой, приезжай, мы здесь... Фарго, микрофон, Можно? А что с твоими тапочками? Выключите микрофон. Вместо того, что ты за свою землю воевал, за свою землю боролся, да? За свой дом, за свои земли. Ты сидишь про Палестину. Да мне насрать, что ты там думаешь про Палестину и про меня. И про Израиль. Вот просто наплевать. Мое это ощущение, просто болтовня. Это один из самых сложных таких случаев, которые очень сложно перепрошить. Да, я скажу. Пойми, нам, евреям, насрать, что вы говорите. Вот просто, мы делаем, нам наплевать.
Вот ты поднимешься, покричал, поорал, дальше что? Я у себя дома. И я буду драться за свой дом. А ты что делаешь, не понял? Ты где? У тебя 2 войны было, 2 войны, и русские у тебя стоят. Да мы костями бы легли. Вот мы евреи, мы легли бы костями, но бы не дали. Я тебе говорю, вы это видите на фактам. Вот ты кто, блядь? Вот ты сын своего народа, иди воюй за свою землю, блин. Иди отвоюй свою землю, блин, первым делом. А потом уже ко мне поднимайся. Не матерись, спокойно, нормально. Я знаю, что тебя там напихали, Гандон блядь. 7 октября, видишь, когда всё, Хамас всё, вашу всё. маму Секунду, был 7 Хамас уже октября. нету. Вот Всё, какой бессовестный ужас. Бесполезно. Да ладно, забей на него. Маму, не маму, блин. Ужас. Дерьмо. 7 октября еще сказал. Абсолютно. Оставь его. Я не понимаю. Я поэтому, видишь, вот это вот говно, вот такое говно, из него никогда ты не сможешь слепить ни народ, ничего, вот с таких говнюков. Поэтому этих говнюков просто обходить, да, и нормальных людей, вот с Кстати, нормальными. ты поднял тему, хороший Ибраим. Вот они лежат под русскими, да? Да? Этим тоже давали все, что угодно. Так пускай они там или к себе заберут, или объяснят, что как классно лежать под кем-то. Вот и все. Бля, и твой Израиль маму ебал. И у него сколько аккаунтов? Уже 3-й аккаунт. Он что, переключается, что ли? Подготовленная работница, дыровская подкладка работает тут. Да, 3 да, аккаунта. стопудово, это оттуда дырка. Видимо, блокирует часто, он Это создает оттуда новые. дырка, поэтому он тему войны, там, туда-сюда, чисто чтобы мне проехать по мозгам, упомянул. Так они часто говорят биллахи, таллахи, и вот эту тему, короче, кадыровские.Асы конченый, бля. 7 октября Хамас вашу маму ебал, бля, гандон. 4-й аккаунт. Блин, представь все его вот эти вот усердия, да, представь, если бы он на пользу чеченского народа, на пользу чеченской информационной деятельности какую-то туда бы направил. Вот проблема в том, что вот это вот тупоголовое дерьмо, его не только оно себе еще пользу не приносит, да, оно еще и вредит, ходит и вот так вот. Да, еще вот эта тема очень уже не модная, вот это Аллахи, Билляхи, Тиллахи, вот эту тему. Да, чем больше клянется, тем больше уже знаешь, что балаболит. Об этом вредит, Ибраим. Просто такой. Воин ТикТока клоун, знаешь, такой ходячий, и все. Да, вот это там прикалывались, я к этим зашел там к вашим евреям на площадку. Когда это было? Там пару дней назад, по-моему, или вчера, когда это? Там как его? Расскажи, вот до этого ты рассказывал, расскажи. Подожди, как его? Абу Джаиш или как его зовут? Абу Джафер. Нет, там труболет какой-то, Абу... Я тоже забыл. Который матерится. Ты же тоже там был. Пахан, ты что же там был? Да, по-моему, только я не помню, про какого ты именно говоришь. Абу Джагаиш какой-то. Блин, как его? Чеченец, расскажи, вот то до этого говорил, за вот Всевышних. Расскажи еще раз, вот углубился, вот это вот меня задело, кстати. Ты по теме начал рассказывать, очень глубоко зашел. Пидорская страна для пидоров. 6-й аккаунт. 6 аккаунтов. Будулак вообще настроен жестко. Ну, ты скажешь?
Расскажешь? Про что именно? Ты можешь конкретно спросить? Я тебе не он тебя ответит. спрашиваю, я спрашиваю вот Пахан, человека, это ты, чеченца. это ты его засадил так, что он такой бешеный бегает сюда, я не понял. Дор, Вот смотри, это ты можешь... Джуэйш или Джейш, как Да его? пусть Дор спросит вопрос у тебя, Ибрахим. Он Ну, уже да, там Нет, полчаса пробует. это ты этому спросить. засадил так, что он так не Не, пятая ему точка явно зрения? Израиль засадил хорошенько, по сути, по всему. Он засажен Израилем хорошенько, Что-то так, там, по самой гланды. Да, какая-то травма там, видимо. Уважаемый чеченец, скажи, Тут, пожалуйста, короче, засорняк катишь или что, я до не этого понял. говорил. Военная тема идет, бля. Какие такие Инсайд. боги, ты что несешь? Дор, можешь конкретно свой вопрос, вот если ты хочешь какой-то ответ нормальный получить, Да нормальный там вопрос какие-то задай. постоянно появляются бледины. Короче, Уважаемый чеченец, ты до этого говорил защищает я маму ебал, блядь. за Это то, вообще, что... да, аккаунт. Туда его встал, посмотрите на этого Блядь, Беловского. ты посмотри, вот как он. Прокладку по гланды засунутым израильским, короче, я не знаю, чем, бубинда резиновая. Ходит тут, короче, позорится, мразь, бля. Вот такие вот ходят с этими аккаунтами, позоря чеченский народ. Они работают на имидж чеченского народа, чтобы его очернять и как бы засорять всевозможно. Так кто он после этого? Это его можно назвать чеченцем? Я вот скажите. 8 аккаунтов у него. Запишите их Уважаемый там. израильтянин Лео, скажи, пожалуйста, ты можешь вот то, что твой друг чеченец говорил, можешь вот, говорить, как это все вот, произошло, происходит? Про что? Ты друг Ключко, да? Еще раз. Ты друг Ключко? Блин, ты вот чеченец. Вот ты Дор, можешь... если ты хочешь что-то спросить, боксом занимался. Ну я же у вас Иди, спрашиваю, выпей вы же еще не вот это, даете 2 ответ. стаканчика. да Послушай, дайте еще ему выпей 2 спросить. стаканчика. Леон, Дай, да выпей пусть 2 спросит. стаканчика. 2 стаканчика выпей еще. И поднимайся и задай конкретный вопрос. Конкретный. Конкретный вопрос к чеченцу. Пожалуйста, еще раз Чеченцев расскажи. нету, что ты гондон, говорил. блядь, тут пидорасы, блядь, да, израильские. Вот пастухи. 9-й. Это 9-й Сколько уже. у него аккаунтов? Не, это реально разные аккаунты. Прикинь, я к нему в личку захожу, смотрю, он не аватарку меняет. Чисто это разные аккаунты. Чеченец, расскажи, пожалуйста, вот до этого ты рассказывал. По-моему, этот самый директор Сурсада, короче, который сидит, заправляет вот этими всякими. Что вы, блядь, Да за- пускай. Давай, все, доллар 777. Больше не слушаем никого, вам передаем микрофон. Расскажи, пожалуйста, ты до этого говорил вот за духовность. Ну-ка, ты поглубже. Скажи, как это вот видение, ну вот это видение, как ты видишь это все? В смысле духовность? Ты что имеешь в Они виду? тебя спрашивают, блядь, скройся на. Поглубже. В смысле поглубже? Да я уточняю твой вопрос, Я чтобы тебе- Ибрахим да тебе ты, нормально ответил. Блядь, я у тебя не спрашиваю, я у чечена спрашиваю, он мудрее тебя, он тебя отъебёт, нахуй, не снимаешь штанов. Стоп. Аккуратно у нас, без мата. Мне вот Смотри, вот. человек интересен тот, кто сказал суть, а не ты сидишь там, блядина ебучая. Вот, стоп, аккуратно, без мата у нас. Вот мне интересен суть. Вот Смотри, то, что вот у нас люди на говорят, аватарке, мне видите, интересно люди Аль-Бурак, говорят, а не ты, крякалка. животное с крыльями, Аль-Бурак. Вот этот Аль-Бурак, когда пророк находился в Мекке, к нему явился архангел Гавриил. Ну вот. Вот, с золотым тазиком, и у него вынули сердце,
ополоскали его, ну, чтобы в криосон, что ли, вот как это в фильмах бывает, чтобы его подготовить. И потом привели Аль-Бурака, одной из версий хадиса, посадили на него пророка, и они взлетели на 7-е небо. На 7-е небо это, ну какое небо, это как оно подразумевается, 7-е небо? Ну, ученые говорят, что вот вся видимая нами Вселенная это только 1-е небо. То есть, где мы находимся, это мы на каком небе? Наше 1-е. То есть мы самый низ, получается. Ну да, угораздило нас, короче, в самом низу. Я же по сути спрашиваю. Да, мы на самом дне. Хочешь поглубже? В один день Я не тебя спросил. Мухаммад, послушай, Мухаммад шел поход Я не тебя спросил. Звезда. к народу Азута, слышишь? И вдруг он встретил народ Азута, он шел туда с пирожками. И там такое началось, что его друг сделал круг, закопался, а потом он приполз. Это как в этом, как Ви смотрел ты, Леон, Ви смотрел ты фильм? Вил там этот Куравлев мелом, короче. Только там еще хуже было. Народ Азута поглубже познакомился с пророком Мухаммадом. Очень поглубже, так глубоко, что некуда. Ну, так Кстати, посмеешься и ты так же. Смотри, кстати, провести вот вокруг себя мелом, это тоже они сплагиатели и сунны. То, что в этом Я знаю, что много магии. Я знаю, что много магии. Магия. У нас сейчас... Слушай, а потом с Индии стояла эта женщина. Да. Что ты ржешь там? Понеслась, и оттуда пошло вот это, паровоз в Индии, знаешь, как где эта книжка вот эта Камасутра. И вот оттуда все с Мухомора. Да, да. Вот почему ты такой человек, а? А у народа Зута были такие огурцы до пола, прикинь. И вот это все входило в пророка, входило так, внедрялось. Он изучал. Это в тебя такие огурцы, наверное. Аккуратно. Он своим ухом длинным там подслушивал. Он хотел поглубже. Ну, ты знаешь, ты сам вот... Хорошо. А у меня к тебе вопрос. Чеченец. Подожди, а у меня к тебе вопрос. Скажи мне, кто первый космонавт в мире? Кто первый космонавт в мире? За 4 ему варианта предложи, как это. Леон, Да. что ты здесь рассказываешь, сказки бы? А, сказки? Да. Ну-ка давай. А Шо? какие сказки рассказывают? Сейчас ты рассказывал. Что рассказываешь? Это недостоверный хадис про Азут. А что ты ему, о чем молчишь? Да, это они поменяли, подожди, это они поменяли две... А ты знаешь, что хадисы не прошли Си-14 проверку по времени. Так что ты можешь мне рассказывать достоверно. Смотри, вот если вы там не лжецы... Подожди, давай. Подожди секунду. Подожди, давай по очереди. Если- Нет, давай я говорю, дай по сказать. очереди. Окей. Ты знаешь, что хадисы не прошли проверку ни разу, ни один хадис в Писании Си-14. Знаешь, что Си-14? На достоверие времени. Так что ты мне сейчас можешь рассказывать, так ты подожди, ты можешь сказать достоверно, недостоверно, а на самом деле вот этот хадис отменили его всего лишь 200 лет назад. Всего лишь 200 лет назад его отменили, сказали недостоверно, а до этого он был достоверным. Живи с этим. А у вас вообще все легко, у вас завтра достоверный, сегодня недостоверный. Ты мне другой ответ такой ведь, да? Вот Вот когда ты вы говоришь, что пророк когда Мухаммад. вы достоверный хадис? Когда вы... Подожди, когда вы все, хадисы уничтожены, ты что, не понял? Что значит Хадисы не уничтожены? прошли проверку Си-14, ты понимаешь? Ну, Они родились прекрасно, недавно, что такое? оказывается. Ну, ясно, Они, все- оказывается, все- родились все недавно. понятно. Все. Ну, отлично, о чем я говорю? Да, Покажи Саши мне тоже, один хадис. наверное, Ну, этот, хадис и скоро все отсекут. Что такое Покажи хадис? мне один хадис. Подожди, я тебе серьезно, по-моему, серьезно говорю. Какой хадис? Покажи мне один хадис, что прошел проверку Си-14.
Ничего не прошло, они все недостоверные. Это что за проверка? Объясни мне. А вы что, не знаете? Углеродная проверка. Углеродная проверка. Углеродный анализ. Окей. Да. И она проверяет на время. То есть, сколько времени этому писанию, книге, или же там учебнику, или железке, или мечу, неважно. Любую вещь можно проверять. Все хадисы, ни один хадис не прошел проверку. Покажите мне хоть один хадис, дайте мне, покажите, где написано документ, что он прошел проверку. А знаете, что это значит? Подожди, а что? Такой дурак. Покажи, давай. Я знал, что ты дурак, да? Ну, не догон себе. Я еще дурак, да. Ну, Это давай. значит, что ваши хадисы родились совсем недавно. Это значит, что вы это... Да, вообще-то, ты знаешь, что вот это про Нот Разута, его 200 лет назад, его 180 лет назад... Подожди, стой. Не переходите ему до конца. 180 лет назад... Я тебе сейчас задам вопрос, подожди. Ты знаешь, что этот хадис про Азута, 186 лет назад его сказали недостоверный. А у вас легко. Сегодня достоверный, завтра недостоверный. А теперь ты говоришь про пророка своего Мухаммада, правильно? Ты же про него говоришь, правильно? Слушай, подожди. Стой, я же тебе задал вопрос. Подожди, я же тебе задал вопрос. У меня вообще вопрос к тебе вообще. Подожди, я сейчас... Не, ты вопрос ответишь у меня. Ты у меня ответишь вопрос. Ты же кричишь про Мухаммада, что он пророк, правильно? И что? Мухаммад пророк или нет? Конечно, пророк. Все, а как ты определишь, что он пророк? По каким признакам ты имеешь в виду? Как вы определили, что он пророк? Кто он напророчил, что ты имеешь в виду? Как вы определили, что Мухаммад пророк? По тем же самым признакам, как вы определяли, что Моисей пророк, что Авраам Каким? пророк. Подожди, каким? Ну-ка, расскажи мне, давай. Если ты хочешь сказать, что он напророчил... Не, как вы определили, что он пророк? Мне вот ну-ка давай рассказывай. Во-первых, в Коране написано, что он пророк. Это во-первых. А какие чудеса там или что-то ты, если это имеешь в виду, я тебе могу сказать. На заборе тоже написано, ты знаешь? Не, у тебя на заборе может быть что угодно написано. Мы с Корана читаем, где говорю. Можешь видеть Корану, подожди. А кто может видеть Корану, когда он показывает, что книга недостоверная? То есть сам Коран менялся. Подожди, стой. Я же тебе показывал. Понятие Накс. Изменялся Коран. И... Успокойся, не лезь туда вообще никогда в жизни. У тебя мозги еще не вырастут. У тебя мозгов нету, Послушай, у тебя мозгов нету, блядь. Даже... Ты разговариваешь с евреем. А я тебе залезу не то, что в мозги, в жилы я тебе залезу. Видишь, ты даже не можешь сказать, что Мухаммад твой пророк. Ты не можешь объяснить. Я тебе говорю пророк. А что тебе объяснить конкретно, слушай? Как вы поняли, что он пророк? Ну я тебе говорю, смотри, слушай внимательно. Давай. Чеченец, уважаемый, я тебя люблю, ты где? Ибрахим, скиньте его, пожалуйста. Куча хадисов на это указывает. В Коране об этом написано. И все то, что... Это тема не про любовь, я извиняюсь. Там на других площадках. Послушай, примитивно, как рассказывает мусульманин. Как вы определяете пророка? А ну-ка расскажи мне. Ну, есть пророки, некоторые пророки, вот, например, пророк Соломон, он, например, разговаривал с птицами. Причем Соломон, у тебя спрашивают, как ты Мухаммада Я определил? отвечаю, слушай, я как определяем, говорю, слушайте, у вас что, мозгов не хватает? Давай. Вот так мы определили. Иисус, например, он исцелял мертвых, там, чудеса такие делал. Вот так мы определяли. Ну и что ты смеешься? Вот ну, таким вот образом. Не понял. Наш как определили? А наш последний пророк, как его определили? Да. Он с первого дня существования своего пророчил все, что будет до судного дня. И это все записано. Ты можешь почитать. Что напророчил? Напророчил там малые признаки судного дня, большие признаки судного дня. Если тебе это интересно. Что напророчил? Да? Он наоборот сказал, что он не знает будущего. Не, будущего никто не мог знать, кроме Аллаха, это, во-первых, кроме Господа, да? Но с дозволением Бога он мог нам рассказывать, что какие события могут происходить в будущем. Давай, рассказывай. И что сбылось? Не сам фокусник был, а это все с дозволением Бога. Да? О, ты что, не слышишь меня? Что Мухаммад напророчил? Ну, во-первых... Подожди, вы сейчас на другую тему ушли.
Ты же Да. спрашивал, как узнали, что он пророк. То есть сейчас, через 1400 лет, понятно, а вот тогда там. Ну, во-первых, он явился, смотри, формировалась вообще религия на нем, понимаешь, вся религия. Естественно, это под пристальным наблюдением самого Господа это было все. Бро, ты просто скажи, что если ты не знаешь, и все. И тебе он ответит, как Мухаммед пророком стал. Если ты не знаешь, зачем ты придумываешь, там, пытаешься ответить там как-то расплывчато. Он же истинный мусульманин. Это ты не говоришь, Должен да? ответить. Я отвечаю так, как он спросил, так я отвечаю. Так ты не знаешь. Скажи, я не знаю. Подожди, а что я не знаю, подожди. А как вы определили, что Моисей пророк? Скажи мне. У нас написано, кстати, как это... Где написано, на заборе? На заборе написано? Дай ему ответить. Дай ему ответить. Я же тебе отвечаю. Да. У нас, в отличие от вас, написано... Подожди, как определить пророка. Леон, из вас еврей кто, ты или вот он? Я не понял. Я знаю, Ты ему подожди, я задал просто вопрос, он тебя Да, перенаправил. я знаю, но просто он хочет это, я ставлю в тупик этим вопросом. У нас написано, у вас написано? Как вы определили? Как? У Оно нас покажи. написано. В Коране написано. Где? Покажи. А я показать тебе? Да. Ты серьезно говоришь? Ты думаешь, там не написано этого? Как вы определили? Что такое вопрос? Я задал самый легкий вопрос. Как вы, мусульмане, определили, что Мухаммед пророк? У нас написано, у нас есть, да. И Пармат показывал это 4 раза на стриме. Там целая, у нас там целая Что тематика. написано, скажи, Просто- подожди. Что написано? Что У нас там целая тематика, слышишь меня? Целая написано? тематика. Ну, подожди, Как что он пророк, определить? или что написано? Нет, там он сказал, я написал. Как вы определили? Ничего не понял, подожди. Ты мне скажи, Вот что и- у вас написано? У вас где У нас написано? целая Кто- тематика. Знаешь, какая тематика? Целая энциклопедия, как определить пророка. Не он сказал, я сказал. Как вы определили мусульмане? У А, то вас есть даже вы так- не написано. Как Хорошо, вы определили, что вы он так пророк? определили. У нас тоже написано, хорошо. Хорошо, я твой пророк. Я говорю, у нас тоже написано в Коране. Я хорошо. твой пророк. Или Ты мой Ибраим твой член, блядь, пророк. вот ты кто. Ибраим твой пророк. Или я. Вот Папа Хан тоже твой пророк. Ты задаешь вопрос, блядь, тупой, блядь, сам ответить на него не можешь, блядь. Я не пойму, ты вообще. Я, да, конечно, Ну, тупой, да, потому что вопрос, я Мухаммад тебе не говорю пророк. такой Смотри, вопрос. обычный, Снова перезадай ему, он, если не понял. Как Он тебе обычный ответить? вопрос тебе Что мы Задаю делаем? вопрос. Я тебе задаю вопрос. Задаю Как вопрос. ты- Я тебе задаю Подожди, вопрос. не, пока ты не Подожди. ответишь на вопрос, стоять. Вы, когда вам задаешь вопросы, вы убегаете от темы. Давай. Вы махаетесь лифчиком, Задавай кричите вопрос. постоянно Давай, про спокойно. этого Ставь пророка. в комментарии, давай. Я задаю вопрос. Давай. Самый простой вопрос. Давай быстрее. Самый блядь. простой. Вы, мусульмане, как вы определили, что Мухаммед, он пророк? У Все. нас это записано в Коране. Дальше. Что в Коране? Записано, Давай что он пророк. покажи, что там Он записано. пророк? Он посланник Давайте Господа поржем. написано. Давайте поржем. Подожди, Коран только через там, 50-70 лет после пророка. 23 года вроде или 50. там сколько. Подожди, мы не про это говорим. более, Можно да. спрашивать сначала, как ты узнал изначально, что это пророк? Надо Я имею сначала в виду, понять. если ты хочешь Он же- сказать, Смотри, подожди, он же тебя поэтому как бы пытается, я не знаю, ну, чтобы ты додумался, да? Он тебе поэтому говорит, вот я твой пророк. Ты признаешь это? То есть у тебя должно быть что-то, чтобы ты сначала закрепил, что это пророк. подожди, еще раз подожди. Ты хочешь сказать, что как люди того времени определили, что он пророк, когда он явился к ним? Или сегодня ты меня спрашиваешь, как я узнал, что он пророк? Да, вот того времени тогда. Того времени люди как определили, что он пророк? Ты это имеешь в виду, Леон? Да. Искал, как мусульмане определили. А что ты меня спрашиваешь, да? Я не понимаю. Ты меня спрашиваешь. Сегодня об этом. Ты знаешь эти вещи? Не, Это подожди. первая Да он ступень. меня спрашивает сегодня меня спрашивает, как я определил, что он пророк. Религии, ты что, алло, Вася? Да, Вася. Как вы, мусульмане, определили, что он пророк? Вот приходит сегодня я, говорю, я ваш пророк. Угу. И они говорят, да, ты наш пророк, все, приняли меня. Вот так это получается. Так это получается. Терминологию дай, как вы определили пророка Мухаммеда пророком. Тяжело.
Сегодня, смотри, сегодня, если меня об этом спрашиваешь, я могу тебе до того времени... Сюда. Того времени... Рука. Вот, вы слышите меня, вот слышите. Пришел Мухаммед и говорит: я ваш пророк в то время. И как они определили, что он пророк? Как они его приняли? Вот я сейчас прихожу к вам, то же самое, я прихожу и говорю вам: я ваш пророк. Ты хорошо, ты А может быть, это пророк? Сижу же на том прикалываюсь. Сейчас с тобой, да, проверяю тебя на истину. Откуда ты знаешь, с кем ты разговариваешь, а? Хорошо, ну, того времени, когда он только явился к ним, да, вот когда он только провозгласил, что он пророк, я не знаю, как люди начали определять, по каким критериям, что он пророк. По признакам. По каким признакам, да. Я не знаю, как они в то время определяли. Ну, как-то, наверное, определили, я не знаю, там что-то там было, наверное, это я не изучал, не знаю. А сегодня, если ты сегодня меня спрашиваешь об этом, да, я могу тебе сказать. Мы же с тобой нормально разговариваем, без этих оскорблений. Как вы не знаете, как определить пророка, и у вас не написано, что такое, как бы определить пророка, но вы решили, что Мухаммед он пророк? Ну, смотри, у вас, например, 48 пророков было, да? Они вот приходили каждый, просто говорил, что я пророк, и вы как-то в него верили, в всяких чудес. Я же тебе объясняю. У нас написано целая семантика, тебе объясняю. Да, до Торы еще, подожди. У вас это не написано, потому что вы не понимаете. Подожди, успокойся. До Торы приходили пророки. Не понимаю, Леон, я тебе отвечу. Давай. Значит, мы не верим только в одного пророка Мухаммада. Мы верим, что еще до него были другие пророки. Я знаю, что вы верите в И каждый пророк, который приходил до следующего пророка, говорил своему народу признаки. Хороший вопрос. Какие признаки? Да. Подожди, человек договорит. Да, давай. Дело в том, что вы цепляетесь за наших пророков. Пусть договорит человек. Я знаю, что он сказал. Подожди, я отвечаю. Да, все понятно, вы просто болтаете и все. Но вы не знаете... Да, секундочку, довести дело до конца. Тут важная тема, пожалуйста. Дело в том, что вы всегда цепляетесь за еврейских пророков. У нас целая семантика, наша кожа семантика, целая эта цепочка идет, как определять пророков. У нас это написано. Поэтому нам сказал, когда первый раз, не прибавь и не убавь, к вам будут приходить лжецы-пророки. Вот вам, да, определение, как определить. И мы это знаем, мы это определяем. Вы думаете, к нам не приходили другие люди? Мы видели. А теперь, как можешь сказать? Хорошо. Как определяли? Скажи. Теперь я спрашиваю вас. Нет, скажи, я не знаю, скажи, да. Как определяли вы. Подожди, я тебе сейчас расскажу, объясню все. Как вы... Я сказал, я не знаю. Я не изучал, я могу изучить, потом действовать. Смотри, хотя бы... Хотя бы три вещи, смотри. Он должен хотя бы пророчить, иметь связь с Творцом, да? Он обязан быть грамотный, это обязан быть, да? Это хотя бы три вещи из 30. Все пророки пастухи были, во-первых, грамотные. Не, Леон, подожди, пророк Мухаммад хотя бы. Где он был грамотный? Он сказал, что моя ума неграмотная, я не умею писать, читать. Когда в Коране описывается то, что он был неграмотным, имеется в виду то, что у него не было знаний о Торе и о Библии. Не, он сказал, что он неграмотный, он может, и моя ума, и я неграмотный, это написано. Я тебе объясняю. Я же тебе тоже объясняю. Можно я тоже Я твой... Сейчас, дайте серьезную здесь тему, пожалуйста. Пожалуйста, да, и с уважением. Я, в отличие от вас, читал вашу книжечку раза 5 и как еврейскими мозгами подошел. Почитай свою книжку хотя бы раз. Я это вижу. Теперь у меня самый главный вопрос. Еще один главный вопрос. Конечно. Ты сейчас еще такое скажешь, и тут ничего не успокоится. Вот, пожалуйста, давайте нормально, по-человечески поговорим. Мы же... Те же люди, а мы что, нормально разговариваем? Да, те же люди, которые были с первого века. Босс, пожалуйста, босс, я тебя умоляю, босс, пожалуйста, босс, дай мне довести. Послушай секундочку, что получается. Когда я прихожу, спрашиваю мусульманина, да, вот с уважением, вот ты веришь в пророка Мухаммада? Он говорит, да. Как вы определили, что он пророк?
Какие знамения? Ну, как вы определили? Вот вы, еще, когда вот он пришел. Да, смотри, Дай до конца что-то. Дай до конца, послушай. Начинается такой понос. Я сижу со стороны, потом я открываю книжку и показываю, что у нас хотя бы написано. Даже антитеррор показывал это. И, понимаешь, вот ни один мусульманин... Я могу да тебе подожди сейчас секундочку. почитать. Подожди, дай до конца, не перебивай, подожди. Я скажу, ты скажешь, все нормально. Никто не спешит. Получается, вы не можете объяснить самую первую ступеньку, и не только вот эти. У меня есть куча вопросов, которые на первой ступеньке мусульмане все сыпятся. Почему? Потому что нет базы. Любой вопрос, который знают все, именно знают ислам, спрашивают первую ступень, да, все сыпется моментально, просто. Понимаешь, о чем я тебе говорю? А если убрать еврейство с ислама, иудаизм, не будет вообще ислама? Леон, я могу прямо сейчас тебе, если хочешь, открыть, зачитать тебе, как он стал пророком, все могу прочитать. Если человек просто об этом не знает, он тебе просто не может... Давай. Я сейчас могу тебе открыть, допустим, найти 5 секунд, сейчас тебе найти, как он стал пророком, это все могу тебе зачитать. Так же, как ты читаешь. В этом проблеме нету. Я просто эту историю помню, но я хорошо не помню, что сейчас рассказать. Почитай, я хочу послушать. Не говори просто так, почитай. Не слипется, ты что думаешь? Это что? Почитай, давай, я хочу послушать, давай. И все послушаем. Ты биографию хочешь прочитать? Или что ты хочешь прочитать? Всю силу сейчас не прочитаю. Без сарказма, вот честно, без сарказма, да? Как мусульмане поняли, кто у нас тут уже храпит? Я хочу понять без сарказма, как мусульмане определили, что он пророк. Получается, а может быть, то есть в этом твоя проблема, да, вот сейчас возникает, что мусульмане тебе могут ответить. Это вопрос. Тыкаться мусульмане, да? Это у вас. Вообще проблема. Пророк чем отличается от обычного человека? То, что он имеет связь с Богом напрямую. Вот, это первый признак. То, что ну, а как ты, подожди, как ты можешь определить пророка, что у него связь с Богом есть? Где-то у вас это написано. Где-то у вас написано. Вот пришел тебе человек. Он имел связь с Богом. Вот как ты определишь хорошо? Мухаммед сам сомневался, что он это с Богом связь имеет в пещере, когда его душили. Он вообще с ангелом, да, там. Он сказал, что он одержим. Какая связь с Богом у него была? К нему ангел Джабраил приходил. То сзади, то впереди, там, когда этот приходил. Душил его. Хорошо, а Моисей не испугался, когда он был на горе? Когда у него была встреча с Богом? Разве он не испугался? Нет, что значит испугался? Он не сказал, что он одержим. Во-первых, Моисей знал, куда он идет. Это не имеется в виду... Во-первых, Моисей... Подожди, стой. Моисей знал, куда он идет. Моисей не испугался. Моисей знал, потому что ему дали точное место, куда прийти. И он пришел. Он знал, что это... То, что он увидел, это видели еще 500 тысяч мужчин. И это около 6 миллионов. Я говорю тебе рассказываю. То, что видел Моисей... Когда Бог заговорил с ним через дерево. Это, конечно, разве он не испугался? Не Бог. Иди прочитай свое Писание. Да он не знает, что Писание вообще. Моисея душили. А где говорится у нас то, что пророка Мухаммада душили? Мухаммада в пещере душили. Когда куст загорелся, стоял ангел, и Бог разговаривал с Моисеем через, посредник. Так же и у нас. Конечно, он. Мусульман. Душа. Через Джабраила был связь. Он же не сказал, кто через Джабраил. Где сказал Бог? Где было общение с Творцом? Так он же сам, Хадиджа же говорил, что его там душили, там он одержим. Где написано, что он с Творцом разговаривал? Ангел пришел со словами, которые Бог передал ему. Где написано, что он с Творцом разговаривал? Подожди, Леон, давай так лучше сделаем. Смотри. Давай по очереди. Нет, подожди, Леон, не каждый пророк напрямую сразу связывался с Богом. Это происходило либо через ангелов,
И, по-моему, если я не ошибаюсь, что Моисей отличался. не, ты Ты ошибаешься. можешь сам подумать, Бог будет душить там перед тем, как Давайте так, разговаривать вы с обсуждаете человеком? то, чего вы не знаете вообще. Подожди, секундочку, мы уходим подожди, от дай я темы. отвечу. Мы Дай я уходим от отвечу, подожди. темы, Я отвечу на стоять, этот вопрос. стоять, Я стоять. тебе отвечу на этот вопрос. Оставьте подожди. сейчас евреев. А что? Оставь евреев. Я не Расскажи евреев, я мне, отвечу. как вы поняли. Давай, читай. Подожди, сейчас на этот вопрос тебе отвечу. Вот именно на это. Давай так, Мария Леон, когда ты вопрос Давай. задаешь, ты должен знать сам хотя бы ответ на него, а не просто ты задал и утверждаешь что-то. Вот скажи мне, пожалуйста, где ты это прочитал? Мы сейчас все вместе прочитаем, как его душили, где его душили. Я вот Ты- пришел со стороны. Подожди. Ну, секундочку. покажи, Я где пришел ты со прочитал? стороны. Услышь меня, что я тебе говорю. Слышу, Так да. я пришел со стороны и говорю, вот ты кто? Говоришь, я мусульманин. Он говорит, он нормальный, классный парень. А что там? Говоришь, у меня есть пророк Мухаммед. Я говорю, а как ты понял, что он пророк Мухаммед? И ты говоришь, а я не знаю. И я тоже не знаю. Ты о чем здесь говоришь? Я говорю ту историю, когда его душили. Где ты прочитал, говорю? Что? Тебе включить? Когда Тебе ангел, включить? мне не надо включать, я хочу почитать сейчас, сразу открыть и почитать. Сейчас я тебе дам точно. Его еще Я, пинали подожди, там. секундочку, подожди, давай так, подожди. Я Его Леона еще и сейчас- пинали там. Леон этот сейчас утверждает. Подожди, я ты хочу тему не такого. меняй, ты тему Я не по меняй. теме Вы говорю как любители раз. менять. Я по теме говорю Я сейчас. тебе... Ты сейчас по теме Ашот, говоришь. Я тебе Ашот, по теме говорю. подождите. Ты у нас, вы все любители меня тему. Тогда не Я лезь, задаю понимаешь, вопрос. у тебя проблема в том, что ты где-то что-то сказал, что услышишь, ты сейчас понимаешь? почитаешь. Бежишь на другой стрим, это говоришь, даже не знаешь ни ответа, ничего не знаешь, и просто так болтаешь. понимаешь? Конечно, я вас так Зачем ты конечно. болтаешь? Просто, ну хотя бы ты Просто я почитай такие сам, вопросы изучи его. задаю вам постоянно, что вы не можете Убедись в ответить. Так я этом, так а потом болтаю, иди так распространяй. интересно. Так интересно. Что интересно? Сейчас я тебе дам Болтать ничего ты не знаешь. источники. Хотя бы в этом, понимаешь, достоверные. надо разбираться на самом в этом, понимаешь, прежде чем что-то болтать ходить. Он тебе конкретный вопрос задал, ты в другую тему ушел. Я ему конкретный вопрос сейчас задаю по теме, когда вот сейчас он начал. Ты говорить по меняешь теме. тему, Что-то я тебе говоришь, задал вопрос. ты Всё, должен быть в этом стоять. убежден, Ты же во-первых. знаешь меня, я от своего не ухожу. Ну скажи Пока я не логично. получаю вопрос, Ашот, ты меня уже знаешь давно. Я когда вцепляюсь зубами, все, блин. Я пока с тобой так спокойненько разговариваю, видишь, стою. Я пришел к тебе, спрашиваю, вот ты говоришь, ты мусульманин. Ты говоришь, да. Окей, у меня пророк Мухаммед. Я спрашиваю, а как ты понял, что он, как вы поняли, что он пророк Мухаммед? Это самая простая базовая ступень. Самая базовая. Как хорошо, как вообще его качество. Ты как истинный мусульманин должен сразу, вот так сказать, мне так сразу, вот так им определили, вот так и так, понял? Все. А не вот это там на заборе, что-то там такое. Посредством Корана определили мы. Нет, Коран ну, чего? подтверждает все писания, которые приходили до Коран был после него написан. Дальше, поехали. И подтверждает все Коран пророки, менялся, которые понятие, приходили до Коран него. менялся, до него было Коран написано, изменялось Писание Накс, понятие Накс. Посредством этих пророков, которые переходили до него, они давали Какие своему пророки? народу описание следующего пророка, как он будет выглядеть. Какого, где написано было? У нас Где такого написано? У нас нет. Иисус. Подожди, Николай, секунду. В Какой Новом Иисус? Завете можно найти. Кто там, ничего там не было написано такого. Ну, потому ты что вы несешь? нам- Также в Коране это подтверждается, то, что Иисус сказал об этом. Кто написано, что придет Мухаммед? Хорошо, а как ты определил то, что Даниэль это пророк? Не надо менять тему, я Не, подожди, спрашиваю про Мухаммеда. Давай я тебе скажу. Все, Оставьте я тебе сейчас христианский. Давай я тебе скажу. Оставьте христианский. Мусульманские трюки. Я спрашиваю Я вас, тебе отвечаю мусульман. сейчас. Хорошо. Во-первых, пророчества у него были, которые, вот, ну, которые он, вот, допустим, пророчил, да, эти пророчи, они все... Ты же сказал, что ты будешь мне читать, блядь, я же жду. Давай, читай. Ну, я тебе могу своими словами сказать, что, обязательно читать? Не-не-не, я хочу по Писанию. Вот это своими словами, блядь, оставьте вот там. Покажите, где и что, как. Вот так написано. Давай, вперед. В смысле, где? В Коране где написано или что? Ну, что, как вы определили? Я хочу, как вы определили, как вы определили. Нет, если тебе просто, ну... Читать тебе Сахих Аль-Бухари. Пахан, объясни ему, я не знаю, как Да, и что. контекст тоже почитаем обязательно. Определение у мусульман есть, Смотри, как пророк вот, определить или нет? Сахих, не, Откуда про ты знаешь, душили. Ашот? Может быть, я Да, такой. значит, пророк должен иметь пророчество. Да, я сейчас не скажу, я Там еще нашел. что-то было. Пророчество. Вы Я просто я вот... наизусть не знаю это Леон, всё. ты хочешь сказать про Я эту тебе- тему с христианином, да, там, или иудеем, там, ты про это к этому ведешь? Джошуа, я тебе Леон. объясняю просто. Не, Леон, мы же об Леон, этом в прошлый Леон, Ты сейчас слушаешь, подожди. Леон, Джошуа, ты ведешь к Вот теме ты христианина, да, там, и этого, иудея? Пророка, у тебя Враг напишет, Жека где сказал, будет что что, пророк. как и это. Ты понимаешь?
Леон, Это, ты да. ведешь к теме христианина или этого священника, да, там, или этого раввина, там, ты туда ведешь? Не-н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 е, я даже не туда веду. Да, вообще-то не туда. Вообще не туда. Чтобы определить религию, базу, что есть фундамент у религии, есть такие понятия, да, как понятие истина, да, как пророк, как завет. Что такое завет с Творцом? Завет, договор, понимаете? То есть у Мухаммада был завет с Творцом, договор был? А тебе Коран это не договор с Творцом? Это не договор с Творцом. Причем с Коран? Тебе Коран это не договор с Творцом? Коран написался после смерти Мухаммада. Коран при его жизни записывался. Коран был Ему написан. посылался Коран. Стоять. Не режь себе сразу ноги. Ты что, дурак? Не режь себе, я тебя спасаю. Ну что, дурак, пойди проверь. Коран ему приходил, Коран ему. после 160 Собрали лет, как сборник, после да. смерти Мухаммада. Как сборник Первые собрал. пошли после 60 лет. Стой, я же тебе рассказываю. 65 лет после его смерти, а потом еще через 100 лет. Ну, Да, я ему Иди Ты посмотри, же что ты хотел хочешь. хадис, Леон, При да, его жизни хадис не спасался. продушили. Да, и что? Продушили. Давай, какой там хадис был? Подожди. Продушили, смотри. Да. Это Сахих аль-Бухари, 3. Книга «Начало откровения». Там есть фраза про то, что ангел трижды сильно прижал его. То есть прижал меня, пока я не дошел до предела. Там же после возвращения к Хадиже он укрой меня, короче. И, типа я испугался за себя. Также у сообщений Бухари повторяется Сахих аль-Бухари 49:53 в книге Тафсира к суре 96. Там ангел его 3 раза, затем Мухаммед возвращался дрожащим Хадиджи и говорит, что боится за себя. Еще один дубль Сахих аль-Бухари 69:82 толкование снов. Там тот же эпизод, сейчас тут он на английском написал. Ну вот про 3 раза, короче, там, где его там прижимали до предела, короче. И он боялся... Насчет завета есть у нас в исламе такое. То, что пророк, у него завет был с Богом, когда он И тут еще есть... Что Ибн там такого? Исхак еще тут сира, Ибн Исхак сира место про поэт или одержимый. Это не строгая формулировка Бухари Муслима, а в биографической традиции, короче, это уже другое. То, что тут думает Мухаммед о себе как о одержимом, а Хадиджа опровергает это объяснение. Также Хадиджа говорит ему в смысловом переводе: «Бог не поступил бы так с тобой, потому что знает твою правдивость и надежность, хороший нрав и заботу о родных». После этого она идет к Вараке ибн Науфалю, который объясняет случившееся как приход великого Намуса, то есть ангела откровения. То есть, получается, это Хадиджа ему, короче. Вот ты к этому, да, Левон вел? Подожди. А что ты сказал, что я не понял? Это я понять не могу. Ты что-то сейчас прочитал, да, не уловил смысл этого. Хадиджа, ее двоюродный брат Варака, они опознали в нем пророка. Да, знаешь, его там не было, прикинь, его там не было, сказал ангел Джибраил. Теперь послушай дальше. Если вы не можете определить, что он был пророк, если у вас нет фундамента, базы, вот база, да, значит, что, о чем говорит, что это не религия, это все придумано, это придумано людьми, вот и все. Я тебе скажу, что я тебе так скажу. Это Хадиджа определила, что он пророк. Который, считай, он записал, да, неграмотный человек, который собрал, да, как сборник его. Ты считаешь его не пророком или что? Или это не договор с Богом? Кто собирал? Он собирал, не понял. При его жизни Коран весь записался. При его жизни. При его жизни был записан Коран. Не как сборник, он записан был, при его жизни записан. Как его собрали при его жизни? Ты что? Послушайте внимательно. Я говорю, не как сборник записан был. Подождите, козел съел, который аят, он тоже считается? Считается все. При его жизни весь Коран испослан был. При его жизни. Он был записан, на чем угодно писали. Ну, как сборник его собрали потом, да. Аят, который козел съел, какой он по счету в Коране, в какой суре?
Я не знаю вообще, насколько достоверно этот хадис, я не История знаю. молчит. История молчит. Хадис 100% достоверно. Ты откуда знаешь? 100% говоришь. Скажи мне, а что, Творец не мог остановить, чтобы... Мы изучали его потом. Тут еще есть арабская сира от Ибн Хишама, короче, где он более резко тут говорится. Он прижал меня так, что я подумал, что это смерть, короче. Короче, он перепуганный бедолага был, что настолько там, что он пошел там к жене там укрыться, короче, там, чтобы она его спрятала. К нему не почтальон пришел, к нему ангел пришел. Если бы ты при жизни встретился бы с ангелом, я поставил бы Его определили в пророки, короче. Хадиджа и его варак там. Пророком. Значит, ислам, придуман. Просто придуман людьми. Все. Леон, я тебе просто так скажу, смотри, Леон, я тебе Ни так один скажу, из нас не может объяснить, что он пророк. А может быть, я Леон, пророк. я с тобой много раз разговаривал. Ты наитупейший человек, да. Что в своей религии, что в исламе, вообще ничего не понимаешь. Вот ноль, дубом на самом деле. Вот ты постоянно копошишься, что-то ворочишь. Вот ищешь какой-то хадис. Подожди, то, что его жена его пророком сделала, ты это не догнал, что ли? Не услышал про это или что? Ну, это ты так догнал. Это хорошая жена, она из своего мужа делает и пророка. Там. Так она успешная же была, самая богатая женщина Аравии, наверное, хитрая была. Что тут сказать-то? Самая богатая торговка же она была в Аравии. Из же женщин там. Если я не ошибаюсь. Конечно, она его объявит пророком. Его жена объявила его пророком. Это факт. Что он не знает? А что он не знает? Подожди. Что ли он не знает, например? Что ты здесь видишь такого, что мы можем как-то неправильно понять? Хорошо. А ну, скажи. Но зато он же потом доказал, когда Луну разделил. Клянусь мамой, он разделил Луну. Если я его просто знаю, этого человека, я просто понимаю, что он в религии вообще ничего не понимает. Он просто вот так покопается чего-то. Если бы он понимал бы, это другой разговор, да, если можно было. Вот мы бывшие, вот Ибрахим и я, мы бывшие мусульмане, например, давай что мы не понимаем, объясни, пожалуйста. Ну, я на 70%. Ну, все, Аллах заменил одних других. Пожалуйста. Не, подожди. Что мы не понимаем? Объясни, пожалуйста. А что вот то, что я прочитал тебе. Вот что я тебе прочитал, что мы тут не понимаем? Объясни, пожалуйста. В этом хадисе, где ангел Джибраил пришел к нему и душить начал, ты это говоришь? Да, что он его там... Я вообще, в принципе, там ничего такого не вижу, даже если он пришел... До предела его, короче... довел, и он там спрятался у своей жены. И то, что они его определили в пророке, что мы тут увидели не так, скрытое вот это, то, что вы видите, например. А что там такого? Другой вопрос. Подожди секунду, Леон, что ты лезешь постоянно? Пахан, у меня другой вопрос, Пахан. А как они определили, что он пришел к ним ангел Джибраил, когда они там не были? А? Послушай, подожди. Может, там пришел какой-то маньяк, задушил его, отпиндорил его, и у него там заболела 5-я точка. Он побежал в кровати и укрылся. Я просто хочу узнать, почему они считают... Вот я просто хочу узнать, что они такого скрытого там, что мы, например, вот не замечаем, они там замечают в этих местах. И хочу у них, чтобы они этими знаниями поделились. Тут хорошо, ты можешь объяснить? Хорошо, ты можешь объяснить, что ты там такого видел, что тебя вывело из ислама этого? Скажи мне, что ты там такого видел? Не, я не только это меня вывело, мне много чего там есть, что вывело. Эти просто мы момент один обсуждаем, интересный, да. Тебе, например, человек говорит, что у них, у иудеев есть методология, они как бы опытные, да, в этом деле, потому что у них много пророков было, они научились определять. И он у тебя спросил, как бы, да, подвел. Мы прочитали, например, вот эти хадисы, и примерно поняли, мы примерно, да, ну да, как бы мы примерно поняли, как Мухаммед стал пророком, например. Откуда это все, как бы, откуда ноги растут. И вот я хочу узнать, что тут такого скрытого, что мы тут не понимаем, например.
Что вы можете добавить? В чем именно? Вот, ну, скажи ты хотя бы. В смысле? Не Вот в понял. чем именно? Хадис. Ты именно про хадисы это говоришь? Да. Не, ну вот про эту историю, да, как он стал пророком, там, его, как его в пещере там до предела доводили, там, душили или что с ним там делали, что он перепуганный, думал, что в одной из версий говорится, что он как бы одержимым себя как бы еще боялся, думал, что он одержим. Не, ну, Где, смотри, где это такая был- версия нет? это Такой был- версии нет. Есть. Тебе прочитать? Давай А ты может быть, прочитай. нет, подожди, подожди. даже не надо. Это, может быть, и есть такая версия. Ну, Может, она недостоверная. Вот, я тебе, это от Сира, от Ибн Хишама. Хочешь сказать, это недостоверно? А где стоит сахих? Читай. Сейчас, подожди, секундочку. Сейчас я тебе именно этот момент прочитаю, подожди. Про страх за себя это Бухари 3, 49, 53, 69, 82 и Муслим 160а про поэт или одержимый Сира ибн Исхака в переводе Гиома соответствующая биографическая традиция, не основная формула Бухари. Но это от Ибн Исхака, короче, Сира идет. А Ибн Исхак, как бы, он хоть и не Бухари, но, насколько я знаю, признается. Ну, хорошо, давай одержимый уберем, давай скажем про прижали там до смерти, там трижды там довели там до предела. Теперь вопрос, кого в пещерах из предыдущих, точнее, из пророков иудейских, кого там в пещерах душили, кого там жены, там, я не знаю, там, или кто еще этот был, священник, этот христианин, или кем он там был, вот этот чувак. Читаешь мои мысли про Про Бахана. удушение там ничего не стоит. Там стоит то, что упоминается, то, что он за руку взял его. Нет, там говорится, он его прижал 3 раза до предела, прижал 3 раза до предела. Ну, сейчас вы на этом И до циклитесь. смерти. Смотри, допустим, так оно и произошло. Вы сейчас Да. на этом не циклитесь, просто вот интересно, действительно. Ну, Кто смотри. определил? Христианин какой-то, кефир варака, или жена его какая-то непонятная? Так, Ведь давайте так, возьмем. употребляла. Внимание. Так, давайте возьмем Бахан. Слушай. иудейских, кого, вот ты мне скажи, Леон, кого из пророков ваших Никого. душили там в пещерах, там, Не пили, не кого пили. там Есть, жены есть, пророками есть. назначали там, или христиан Первый тогда не посланник было. иудеев. Кто был первый посланник иудеев? Сейчас. Подожди, у меня другой вопрос, Моисей. послушай. У меня он не другой знает, ты вопрос. что? Послушай. Какие вопросы задаешь? А подожди, Тяжелый. перебивайте, что же вы так... Подожди секундочку, подожди. Бахан, у меня к тебе другой вопрос. Как они определили, что ангел Джибраил, когда они его не видели? Самый главный вопрос. Так я об этом и говорю, это его жена сказала, что это Джибрииль там. Вот он и стал Джибриилем. Просто Есть- эти моменты, есть хадис, есть я хадис. их прекрасно, смотри, Джошуа, это вы как... Я вот тебе как- объясню. Есть хадис, где он как- увидел Джибриля как- перед тем, как он пришел к нему. Смотри, вот Да. вы просто вот в этой матрице находитесь. Не, да, там, Бахан, я как тебе бы отвечаю сейчас. Как он узнал, то, что он ангел? Он увидел его издалека, можно найти хадис такой. Так он его не видел, он говорил, что его там прижали 3 раза. Сейчас, Он не сейчас я видел, тебе- кто я его щас- я тебе прижимал. щас прочту. Просто вдумайтесь вот в это все, как бы, да, вот не так, как вы там, вот, я не знаю, навешали на вас, а просто вдумайтесь в это все. Тут ангела он видел, прижал, он его зажал или еще что-то ему сделал там. Просто мы, вот Леон задал вопрос, и мы хотим разобраться. Как определили, что он пророк? Варака сказал или бабушка на базаре сказала? Кто Да, сказал? вы такие вопросы задаете глупые на самом деле. Вот все, в умах современных людей вообще невозможно это все рассказать. Понимаете? Вам смешно будет на самом деле. Сейчас вам рассказывать вот эти все истории.
Это тебе может быть смешно, через 10 лет уже не смешно будет, когда ты осознаешь все это говно, то, что нам втюхали, например. Вот тогда ты поймешь и будешь сожалеть. Вот я, например, сожалею то, что мои там драгоценные 25-30 лет в этом говне матрицы этой. В каком говне? Меня слышно? Что? В каком говне? Ну а в каком говне? Вот в этом арабском. В каком еще там может быть говне? Что за говно? Меня слышно? Бисмилля. Здесь в ТикТоке, честно сказать, уже и совесть, и человечность все растратили, вы уже за языком уже потеряли и страх, и все на свете говно, не говно. Ты вообще-то нормально дискутируешь, а что? Я вот признаю... Есть хадис, короче, Абдуллаха. Надо признать. Где он говорит то, что пророк Мухаммад увидел издалека ангела Джибриля, у него было 600 крыльев. Вот. Вот так он определил то, что он... Это уже последующие сказочки. Как он подожди, как он почти неграмотный человек, когда перед ним предстал ангел, подожди, как он посчитал 600, как он посчитал, подожди, друг, я об этом говорю. Народу, то, что он... Сколько тысяч там крыльев? Короче, я не знаю. Не, повтори, сколько тысяч крыльев. Блин, если в секунду вот 1, 2, 3, 4 крыла считать, сколько он там часов провел, посчитывает? Ты же читал Тору, подожди, Даник, ты же читал Тору, и ты знаешь значение, как определить пророка. Что ты кому-то, что ты здесь Еще момент такой, Ибрахим. Пока 600 тысяч он считал, он там завис, да, Джабриль, пока тот считает его 600 тысяч. Да, подвис, короче, в воздухе там. Пусть Аллах без крыльев летать, как будто может. Всем салам алейкум. Сердце на том, что вы сейчас говорите. Смотри, Пахан, смотри, вот этот Эдмунд Дантес теперь пишет: Ибрахим, я в Пахане ошибся, сегодня ли он твой куратор? Короче, расходимся, нас запалили. Слышишь? Даник станет более спокойный. Даник, вот ты читал Тору, Даник, слышишь? Даник. Не шифруйся, я же слышу твой голос. Ты ко мне обращаешься? Так, кому еще? Господа, я здесь. Я читал Тору. Ну, ты читал Тору, Даник. И ты знаешь прекрасно, что у нас написано, как определить пророка. Поэтому я спрашиваю тебя, более именно тебя, уже не этого. Как вы, мусульмане, определили, да, что Мухаммад ваш пророк? А ты знаешь, о чем я говорю? Не надо велить. Давай. Честно, я не знаю. Но я могу примерно сказать, как я... Кстати, он стал более спокойный. Раньше он орал и кричал, как недорезанный. Молодец, набрался ума. Наконец-то набрался ума и сидишь, слушаешь. Мы же сидим, ведем дискуссию не чтобы оскорбить, а подумать, задуматься, понимаешь? Ой, здорово. Давайте на тему... Я сейчас, смотри, секунду, я сейчас проверил, да, что в Торе, что по Корану практически одинаково там, как вот определяли пророков. Чего ты смеешься? Ну, тебе же сейчас уже рассказали, как определили Мухаммеда пророком, а и как в Торе там определяется, как ты это можешь так говорить? Я сейчас проверял, по каким критериям, качествам определяли, выявляли, что пророк. Давай, как в Торе написано, давай, рассказывай. Что смешного я понял? Расскажи, давай, рассказывай. Рассказывай, давай. Целая энциклопедия. Давай, ты можешь мне? Вот смотри, Даник читал и при мне. Леон, да, пускай расскажет. Послушать. Даник читал при мне и молчит. Расскажи мне, как в Торе написано, давай. В Торе написано проверка словом. Это первое. Ну, сбываемость предсказаний, это имеется в виду. Проверка учением. Сейчас тебе Прометей расскажет. Нашел. Прометей, который ничего не жарит. Что, послушай, вот твой пророк пришел. Он сидит внизу. Это вот твой пророк личный. Это ваш пророк. Его подтвердили 10 евреев.
Вот 10 это ваш рублей. пророк, вот за ним следуйте, пожалуйста. Я тебе говорю, я, всё, могу, я могу доказать. Представь 10 ворак, короче, подтвердили Да, сразу. послушай, во-первых, я могу доказать тебе и объяснить, что он пророк. А ты не можешь объяснить, что Мухаммад пророк. Как тебе такой поворот? Объясни мне, что он твой пророк, хорошо. Пророк бывает пророком. Пророк не бывает вашим или нашим. Либо человек пророк делает пророчество, его пророчество сбывается. И он пророк, не ваш, не наш, а вообще сам по себе. Например, Дудаев пророк. Он сказал, что в Крыму будет, в Украине будет война, Россия, Украина. Это случилось, это было зафиксировано при его жизни на камеру, и это свершилось. Вот Дудаев пророк. Вот эти сказочники, о которых там бедуины всякие, и еще рассказывают, ну, мы не можем ни проверить, ни удостоверить. Как это можно? вот Еще уже как ваши можно проверить? пророки. Почему? Почему А не Путин можно? тоже тогда, да, пророк, как я А понял? где Коран? Дудаевский Коран где? Путин Коран гигант. не нужен Путин обязательно гигант. пророку. Пророк означает, ну, от слова пророчество. То есть то, что в будущем будет, человек говорит. Сегодня грамотные Тогда люди... следовать, как мы узнаем, кому звонить? Ничему следовать не надо, просто человек пророк. Он сказал, сделал пророчество, оно сбылось. Как нас хоронить надо? Стоя. Сколько камней нужно? Для тебя ничего не нужно, для тебя ничего не нужно. Всегда, без что бы кого вы не ни делали, делайте 3 раза. Бог любит Троицу. Аллах любит Троицу. Эштон, с Эштоном я вчера 3 часа разговаривал, короче. Там меня оставил, сюда пришел, оказывается. Не, ну я просто, честно говоря, ну, я так не умею разговаривать, как ты разговариваешь. Ты, если что-то говоришь, ну так же надо уметь слушать человека тоже. Зачем Знаете, обязательно эти не знаю, как это называют еще, подъебки? Вот внизу мне пишет Эдмунд Дантес. Знаете вот такого? Больше всех терпения, то Прометея. Ибраим, я тебе честно скажу, блядь, Смотри, подожди. Дантес мне пишет. Ибраим, хадейл пармату, пророк ли он, хадин иблис, динду. Короче, мой бог это Пармат, пророк ли он, а религия моя это Иблис. Ну, отлично все. Вот мне следовать. А у него- Он ворака. Он ворака. Да, вот мне как теперь, следовать этому или не следовать? Ты сам Или решай. кто? Ну, я-то сам его уже послал мысли. Ну ты на Альбураке слетай, там тоже, может тебе дадут ответ на 7-м небе. вам что делать нехуй, что ли, блядь? Хуйней тут страдаете, блядь. Машкой Алла. Закрой животное, блин. Пидорас, блядь, Ослоёб. ебал. Давай пошла отсюда. Лицо сказал бы, штаны обосрался, сучара. Хорошо, что этих Альбурак там еще нету, а то бы их тоже бы там. Нет, короче. А что? У меня такой вопрос, вот если брать там научную, да, точку зрения, например, чтобы до конца вот нашего, например, вот то, что ученые видят там вот до конца Вселенной, там по-моему, 46,5 миллиардов, короче, световых лет есть. Короче, туда и обратно, по-моему, 93. Это только, короче, вот то, что ученые могут там просчитать там примерно. А Мухаммед там на 7-е, короче, небо летал на Аль-Бураке, короче. И получается, даже если мы ему скидку сделаем, что он до конца первого неба Подожди. долетел. Учитывая Получается, то, что он не на ракете. Получается, смотри, он 93 миллиарда. Так, позвонили, походу.
Нет, 93 миллиарда Да, световых. он 90, да, он этот 93 миллиарда, мы ему скидку даем, он примерно как бы пролетел туда и обратно. Это со скидкой как бы. В одном световом годе сколько там? 9 с половиной триллионов километров в одном... Секунду, В одном Его погрузили в криосон. да, слушай, Золотой подожди. тазик. Потом- Подожди, золотой тазик Джабраил. Хорошо, договори там, Ахан. И сполоснул в этом золотом тазике его сердце. И после этого он, вот этот кислород, то, что мы не понимали, да, вот там как раз обогащение легким жидким этим кислородом произошло. Вот, Вот этот не медный тазик, а золотой. Да, 9,5 триллионов, короче, километров. Это в одном световом, короче, годе. А Мухаммед, получается, пролетел 93 миллиарда световых лет, короче, на осле. До седьмого неба, короче, и обратно. Там даже больше получается, но мы как бы скидку делаем, то, что до конца Вселенной, то, что мы тут можем как-то проследить, посчитать. Не, ну смотри, ты, во-первых, если такие вопросы задаешь, на самом деле, это... Я думаю, очень глупо. Послушай. Я думаю, эта тема уже целую неделю крутит, чуть-чуть поднадоела. Может, про царя Израиля Соломона поговорить, который целый год стоял на посохе, и никто не знал, что он умер. Ну, можно и про Асифа поговорить, который быстрее скорости света передвигался и принес трон царицы Билкис. Быстрее, чем вот этот огромный, чем огромный джин Абу, как его звали? Абу Куэш какой-то, Абу, который, короче, ел там с горы жатвой. И, кстати, у джинов жатва, она, короче, сухой помет и кости. Они их преодолевают не физически. Вам кажется, что он все... Мне наоборот нравится вот физика джинна, потому что, представь, для экологии это поглощать навоз, сухой, кости. Куда они делись сегодня? Надо там... Какие-то и пластиковые бутылки едят они, интересно. Нет, вот ты... Трон Да, это говори. физический объект. Он именно трон царицы Савской принес. Как Нет, это, как? если не физически, он может принести физический предмет? Я имею в виду, они перемещались с земли на небо, на седьмое небо перемещались. Это духовное возвышение было. Они летели не туда, на Какое ракете. духовное? Покажи слово духовное в Коране вообще, в хадисах. Такого слова не существует духовное. Это суфийская движуха. Христианская, да. Духовное возвышение. Такого вообще не существует. Я тебе просто своими словами говорю, блядь, ну, не от того, что там написано. Я тебе Вот духовное именно своими возвышение, понимаешь? словами. Мы обсуждаем ислам, который Мухаммед говорил своими словами. Твой ислам, который твоими словами, твоя религия, она нам не интересна. Вот. Наша проблема в том, что вы буквально все воспринимаете. Ну а как по-другому то, что он там летал там на седьмое небо, как это можно по-другому воспринять? Просто вот ты у меня спрашивал, почему я, например, говном называю, да? Вот, ну, если просто задуматься, например, об этом, какое говно нам втюрили, нашим предкам, например, нам, вот эту матрицу, то просто ошалеть можно там. Что он на осле там летал, с триллионами в секунду там, километров там в секунду, там, и то он не долетит, если он под 10 триллионов в секунду будет лететь на осле. Ну, не понимаешь, я тебе что говорю. Не физически он долетит, понимаешь, на ишаке вот так сел и полетел. Это возвышение было с земли на небо, понимаешь? Он же летал там по пустыне. Там, он не так у него летел, были там, другие приключения. Ну, давай
У меня даже сил нету, как бы. Я вот вот это поэтому вот. говорю, вам такие вещи, когда говоришь, для вас это сказки, чудеса, там, вы в такие вещи, когда не верите, ну, как Ну, вам? давай объясни в Ну, рамках ислама, как это по-другому можно понять. Вот объясни нам, мы не вот смотри, понимаем это. Господь решил его вот к себе вот, вот таким образом поднять. Подожди, Господь, ты если что, решит, веришь? Вот он решил. Потому что он сам захотел, поехал к нему. Господь, если решит, он его щелчком может к себе там на трон, без Щелчком? Бурака там. Щелчком и поднял его. Вот Бурака, зачем он на Бурака его сажал там, чтобы он на нем летел? А Ну, вот да, самое это- интересное, зачем сердце в тазике в золотом полоскали? Есть, наверное, в этом какая-то мудрость, которую нам не понять с вами. А можно спросить, а правда то, Подожди, что Мухаммед... каким образом из-под трона Аллаха течет на землю с седьмого неба, сколько там видимая Вселенная в своем диаметре, она 93 миллиарда световых лет. И это только первое небо, а там еще 6 штук их. И еще крайний лотос, самого края, там, где у лотоса листья, как подобно слоновым ушам. И там где-то трон Аллаха. И оттуда, из-под этого трона Аллаха, начинает свое начало. Я уже боюсь спрашивать, да, откуда эта вода появляется, Нил и Ефрат, под троном Аллаха, да, именно под ним там. И она оттуда, с седьмого неба, течет к нам на землю. Вот эти две реки, Нил и Ефрат, свое начало берут под троном Аллаха. То есть они там минус 273 или сколько, абсолютно ноль. И вот в виде сосулек, да, вот Нил и Ефрат, они как-то летят, потом... Почему от нас кафиры скрывают вот этот момент, где Нил и Ефрат на землю с неба, короче, льются? Почему мы этих... Кротовые норы, да, там? Ну вот интересно, как этот процесс происходит. И по-моему, Земля плоская, да, и вот это вокруг льды, которые, да, там, этой плоской Земли, а мы на рыбе Нун же на спине находимся. И за этими льдами, видимо, оттуда как-то это Нил и Ефрат, вот, короче, за территорией, которую мы видим, оттуда, откуда-то с неба, короче. А давай Леону спросим, может он ответит. Кого? Или это только касается мусульман? Они же тоже верят в это. Иудеи. Зачем? Они тоже верят. Зачем нам стрелки переводить? На Лео, вот смотри, леовская религия, да, вот, это их национальная, вот как им по кайфу, да, вот это их национальное, они это никому не распространяют, они это не навязывают, это приносит пользу. Смотри, это приносит пользу их идеология, да, их религиозная тема, она приносит их народу пользу, сплоченность какую-то. Они с ней к тебе не лезут. Вот давай ты должен тоже принять что-то там еврейское какое-то, что-то. Абсолютно такой темы нет. Их всего 15 миллионов. Поэтому лезть к ним туда, их какие-то эти копаться, потом еще лезть к там, африканцам, к индусам, почему у вас там, почему вы коровы молитесь или еще кому-то. Зачем? Они не распространяют. То есть те, кто у себя это внутри это практикуют, к ним лезть, их, короче, какие-то идеи. Нам зачем тогда лезть? Эти вопросы Кому к нам? К нам это кому? Нет, к нам я тоже 71% здесь. Дело в том, что вот эта тема, она как раз-таки не твоя. Она не твоя. Подожди, эта тема вообще не твоя. Ты просто там где-то у себя сидишь, у себя под носом, сам себе ты какой-то мусульманин. А вот мне она конкретно навредила. В целый народ, вот эти все жертвы, вот это там, то, где мы сейчас находимся, наше государство, которое подпало под неволю из-за вот этого говна идеологического, я извиняюсь.
Мне это вредит, конечно, я полностью это вынужден расчехлять, полностью уворачивать наизнанку. В противном случае, вот представь общество, которое сидит и говорит, Аль-Бурак взлетел на 7-е небо, там где-то пролетел, бля. И что вот в современное вот это время, когда люди развиваются там, пытаются изучить вот это мироздание вокруг, сидеть и детям втюхивать там про Аль-Бураков, про каких-то Яджудж, Маджуджев, про какие-то рабов, я не знаю, про какие-то посасывания 10 раз в груди там. Это что такое вообще? Алло. 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 Алло, Ибрагим. В этом проблема, понимаешь? Никто никому не лезет. Вот если бы, Никакой проблемы не вижу. если бы эта тема не лезла бы никуда, никому, где-то бы сам себе под носом, если бы каждый там молился бы, вообще не тем, вообще ты очень хороший парень, дай Бог тебе всех благ, вообще по барабану, чем бы ты там... Но тут у нас другая проблема. Тебе вот это навязывают, еще хотят там в виде государственного устройства притащить, о которой ты начинаешь спрашивать, вообще никто не знает. Вон только внизу какие-то хренотень пишет, там как бабки базарные, проклинают, сидят. Я еще хотел спросить про то, что как Мухаммед разделил Луну и обратно присоединил вот это интересно, то, что говорят еще ученые доказали, то, что... НАСА доказали, НАСА и НАТО доказали. Могу обратное доказательство. Они нашли на Луне суперклей, и вот это склеено. Я уже одному доказал Муслику эту тему. Если надо, докажу. Еще Луна оказывается из сыра. Вот тут конкретные вопросы не задаются. Тогда смысла уже нету. А что? Чего ты говоришь? Я говорю, они конкретные вопросы не задаются. Смысл сидеть тут такой. Ну нет, ты слишком много перебудишь и все. Понятно. Че? Нет, хотелось бы про Луну просто узнать, это правда, что там следы от того, что она разъединена была? Да, это я не знаю. НАСА, когда туда полетели, они именно место этого разрыва, его изучили, и там нашли это высохший суперклей. После смерти узнаешь его. Давай, я сейчас через... У нас узнаем. Не узнаю. Лучше убедиться, застрелить себя. Слушай, такой вопрос. Это правда, что Мухаммед Луну разделил, потом обратно склеил ее? Нет, если у тебя будут еще вопросы, обращайся, помогу разобраться. Заново ответь, пожалуйста. Это часть легенд и традиционных рассказов. Исторически подтвержденных фактов о буквальном разделении и склеивании Луны нет. Это чаще рассматривается как символическое или чудесное предание. Моисей море разделил, спроси у него. Вот внизу пишут, Парма, ты не мог бы явиться лет 20 назад? Не мог бы. Потому что это было своевременно и незаконно. Ибрахим, мне там, короче, на другой трансляции один муслим пытался, короче, обмануть тем, что вот, типа, с НАСА там вот 2 космонавта, которые туда летали, короче, обнаружили эти удивительные факты, короче, и типа они ислам приняли. Я такой удивился, думаю, может, возможно, это так... Я подумал, возможно, может, это так и есть, и думаю, может, нифига ж себе там. И смотрю, оказывается, нет, ничего там. Я ему говорю, ну ты, говорю, врун, получается, то, что они ислам не принимали, этого всего нету.
Он говорит, это сионисты, говорит, скрыли, короче, всю информацию. Леон, ну-ка, давай включай свой микрофон. Что это вы там мутите? Уже полностью. И Кораны там переписали все у себя, и хадисы, и еще что-то новое там. Да, и этот, НАСА там в ислам принимают, там эти сотрудники, космонавты, короче, из-за чудес НАСА Мухаммеда. подтасовали. Вот эта версия, где обнаружили клей, суперклей, ее тоже сейчас скрывают. Да, сионисты скрыли. Я когда был астронавтом, я слышал азан в космосе. И я так принял ислам. Это, админ, можешь крутануть вот это видео, когда азан слышали на Луне? Есть у тебя? Если нет, я тебе скину. Ёлки, Эртур, свой микрофон, пожалуйста, выключай, когда ты высказался. Админ, есть у тебя про нас? Ладно, я тогда выйду, извините тогда. Спасибо, что дали Не, сказать. выходить не надо, просто это микрофон, если не выключай, то Я пойду спать. Спасибо, респект, что дали слово. Респект всем в Хармат. Я буду, ну, респект тебе, то, что я буду с тобой следить туда-сюда. Респект Абру Ибрахиму. Ну ладно, давайте. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям. Админ, есть у тебя видос? Если нет, то я тебе подкину. Так, сейчас я тебе скину. В том случае мне Бурак не пролетал там на этом видосе, когда этот азан. Нет, там разъясняют, как это, ну, не слышу, сейчас я скину. Уважаемые, вы где? Скиньте его, пожалуйста. О, началось, блин, проснулась. Зачем ты меня скидываешь? Чтоб ты проспался. Так а я проспавшийся, проснувшийся. А ты еще, наверное, не засыпал? Лютуешь там, сидишь. А у вас что, перекур там или что? Знаешь, перекур... Прометей молитву готовят, вот ждем. А ты молишься? Слушай, а ты, у тебя так-то диалект вроде русский, а
Да? Ты русский? Смотри, дружище, смотри. О, чеченец, дорогой ты мой брат. Смотри, сейчас покажем ролик. Как я тебя хотел слышать, а? После него, если тебе он как бы понравится, надо будет произнести Нет, шахаду. брат, как я тебя хотел слышать, а? Все, после ролика ты будешь шахаду произносить, за мной повторять. Ашхаду ан ла иляха илляллах. Нет, ты молись по-своему, брат. Вот, сейчас вместе, короче, будем молиться в Джамакате. Ты молодец. Прометей засвидетельствует. Слушай, а ты плив, Закир... Смотри, вот это видео доказывает существование Аллаха, азана и так далее. Да я не сомневаюсь. Мне вот с тобой Не интересно перебивай, разговаривать. Админ сейчас включит, вместе мы просматриваем коллективно это видео. Ну, мы посмотрим, я с вами посмотрю. Мне с тобой интересно говорить. Сейчас видео включит админ, посмотрим, потом будем обсуждать. Включай, админ, бисмилля. Я включаю, альхамдулилля. Да, все грузится там. Лео, походу, заснул. Так, друзья, микрофон храпеть не рекомендуется. Этот ведущий не заснул, Ибрахим? Не, он говорит, грузится, он его видел. Походу, это у меня грузится. Я ему там отсылаю, оно еще грузится. Размер, сейчас посмотрю. Уже почти догрузилось. Сейчас мы дават сделаем и пополним. Конечно, но брата сделаем. Да, что? Вышло на процентов маловато. Нужно его хотя бы 70% сделать. И мы ему брата сейчас подгоним. Я, честно говоря, как врач ваш, верну вас всех обратно. Так, еле-еле загрузилось. Ну вот это видео, оно многим иман поднимаю. Я его еще раньше читал, вот это. Хайрон Я, по-моему, у него крутые брошюрки были. Человек, ступивший на Луну, возвестил миру об этом такими словами. Орел сел на Луну. Группа астронавтов Армстронг, Олдринг, Коллинз во время исследования поверхности Луны неожиданно увидели непонятное явление. Все разговоры в этот момент записывались на магнитную ленту. Мы видим какой-то предмет, похожий на открытую книгу, прямо над морем Затишья. Похоже на два кольца, вернее, на раскрытую книгу. Я изменил положение секстанта. Теперь ясно, что это форма книги. На Земле не поверили, а на следующий день книга исчезла, и появилась помеха, заглушавшая радиосвязь. Вклинивался звук, похожий на сирену пожарной машины.
Друзья, вы меня слышите? Уберите помеху. Этот сигнал, иначе я скоро оглохну. С Земли астронавтам посоветовали проверить, нет ли поблизости другого космического корабля, который мог бы издавать такие звуки. На завтра Армстронг вновь ступил на Луну, и звук, похожий на музыку, раздался снова. Ашхаду ан ля иляха илля Аллах. Здесь как смешно, да? Ашан Махатма Расамбалла. Вроде бы так звучало, похоже на индийский. Я ее слышал до конца, от нее как-то приятно становится. По-моему, из африканских радиостанций. Опять тот же самый звук. Этот звук идет с Луны. Это не радиоволна, это нечто, во что трудно поверить. На Земле опять все это восприняли как шутку. И вправду, откуда быть звуку в безвоздушном пространстве? Через некоторое время астронавты вернулись на Землю. Еще раз были не по поводу музыки, звучащей на Луне, объявив, что это святое изречение на арабском языке. Прошло много времени, и это же изречение услышал астронавт Аполло-16 Гордон. Но это известие никому не принесло чувства удовлетворения. И что бы там ни было, эту новость постарались скрыть от суда общественности. Видишь, вот так кефиры скрывают. Один там не выдержал, по-моему, соскочил. Это кто там сидел рядом со мной? Точно так же проклей, вот суперклей, который там они обнаружили, где именно. Поэтому по-разному. У меня аж слезы пошли. Да, брат, честно сказать, я в шоке просто иногда с вас, вот на самом деле. Дор 770. Вы после этого... Пацаны, я тоже всплакнул. Да, ты будешь шахаду произносить? Мне барашка жалко стало, конечно. Давай вот так. всем назло, вот здесь сидят всякие там исламисты туда-сюда, мы покажем, что ты, как истинный мусульманин, готов произнести шахаду. Я? Видишь? Да. Вон, видишь, ослик вот этот. Ну, мне можно с тобой поговорить? Такой тоже. Тебе вот такой ослик тоже приснится. Да, они мне снились много-много раз. Мне с тобой можно поговорить? Ну, после шахаду будет или не будет? А уединенцию можно с тобой? Можно сразу, перекрестившись, произнести шахаду. Не, я не буду. Мне с тобой поговорить охота, брат. Так мы уже говорим. Бисмилля. Ты же мой брат. Ну, чтобы братом стать, тебе надо шахаду произнести. Он просто забыл меня. Альхамдулилля, альхамдулилля. Альхамдулилля. Вот, видишь, пока вот эти там лазят... Я знаю. Здесь ислам приводим всю Российскую Федерацию. Я с тобой поговорить хочу. Ты знаешь, водку пить асхабы. Я не пью. Сподвижники. Я шиш не курю. Да блин, это... Есть грех, у меня сигареты курю. Еще раз повторяю, водку пить не запрещено, потому что сподвижники пророка Мухаммеда... Это не мое. Это пускай пьют они. Ну, они бухнули и стали шахидами. Они стали шайтанами, когда бухнули. Они шахидами. Неправда, они шахидами. Ну и шахидами тоже. Точнее, шахид-мопедами. Это их выбор был. Так, куда Аштон ушел? Аштон. А? Короче, Аштон соскочил у нас. Не хочет он видеть, как мы призываем к исламу всех и произносим шахаду
в прямом эфире. Короче, соскочили. Что? Сначала же мне с тобой поговорить надо. Так, а мы с кем еще? Брат чеченец, я с тобой хочу с тобой уедине. Такую лицемерскую, блядь, как ты, я в жизни не видел. Вот так номер 6. Вообще обещаться и ногти Говорить, Дож, вот этот... Мне говорить с ним, говорить охота, а не с вами. Не с вами. Ты его можешь послать вот это, который сейчас будет. Палата номер 6 заскочила. Вы лезете, вот как эти пиявки. Мне говорить с ним надо, а вы лезете, не даете. Упираетесь, как демоны эти, бесы. Не ходи. Что ты там смеешься? Брат, подожди, в них бесы вселились сегодня. Бесы. Потом видел вот это вот лампа Аладдина. Джин из лампы вылезал. Вот эту лампу им в одно место. Короче, джин проник. Брат, не с тобой говорить хочу. Я не хочу вот с этими вот хихи. Они вот, я знаю, что ты самый старший. И вот эта звезда там еще что-то подхрюкивает. А все остальные, они вот это сидят, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, вот эти, знаешь, возле тебя эти, обосранцы эти. А ты-то самый здравый. А эти сидят, как эти лопушки там, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. А ты самый такой разумный. И вот еще звезда возле тебя там сидит, еще разумевший. А эти вот хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Как этих, блядь, я не знаю, как дал бы нахуй им там черка, блядь, под жопу. Аккуратно. Сейчас нас админ вышвырнет всех отсюда. Тут мат не приветствуется. Космическая музыка. Миссия Аполлон-10 была критическим шагом в путешествии США на Луну, но она также засвидетельствовала нечто, что остается самой жуткой загадкой по сей день. Астронавты Томас Стаффорд, Джон Янг и Юджин Сернан, совершая полет по орбите Луны, услышали странный пронзительный свистящий звук. Он не был похож ни на что из того, что они слышали когда-либо прежде. Этот мерзкий и противный звук шокировал, вызвав у экипажа только страх. Еще более тревожной ситуацию сделало то, что астронавты были вне связи с Центром управления полетами, так как находились с обратной стороны Луны. Астронавты понимали, что никто не поверит в их рассказ, ведь это не поддается логическому объяснению. По их заявлениям, звук был достаточно громким, чтобы отчетливо слышать его всем членам экипажа. Изначально предполагалось, что шум мог стать результатом механической неисправности, но подтверждения этому нету. Быть может, это нечто более пугающее, и Аполлон-10 случайно получил межгалактический сигнал? Скептики уверены, что поразительный свист стал результатом аномалии, вызванной системами космического корабля. Несмотря на споры, странная космическая музыка, которую слышали астронавты, остается загадкой, не имеющей объяснения.
Ибрахим, можешь мне скинуть, пожалуйста, в личку этот видос? Вокруг этой Луны что-то не то происходит. Да, скинешь мне этот видос, пожалуйста, если тебе не сложно. Астронавты, походу, обосрались, да? Тебе куда? Сюда можно скинуть? Ну да, вот в личку. Тут в ТикТоке же можно скидывать. Или нет? Там, по-моему, только короткое видео. У тебя телега есть, телега? Да, сейчас, подожди. Да. Опасно, опасно это все, ребята. Опасно. Короче, Дор, на Луну лучше не летать. Ну, такая, зачем на нее летать, если это космический корабль, который сюда давно прилетел. И полностью мониторит, да, там, что у нас. Я тебе скинул так, свой ник. вот, видишь, ты же об этом знаешь. А еще было две Луны. Фата и Леля. Леля упала, она маленькая была. Леля, Луна упала, но она, когда падала, она отрикошетила от Земли. Вот когда был потоп. И улетела в космос. Еще была Луна Фата. 3 Луны было. Ну, это же от нас скрывают. Нам же об этом... Ты знаешь, у Сатурна сколько лун? Ну, откуда я знаю? Я говорю вот про нас. Ну, я говорю за те цивилизации, которые были до нас. А это потом уже перепись началась, история. И началась она в 800 году, когда Петербург откапывали из глины. И все другие города, европейские, откапывали из глины, потому что все было... При этом катаклизме это все было занесено глиной, грязью. Это все раскапывали. И для нас сделали историю, в которой мы сейчас находимся, верим в нее. А они знают, что делают. Админ, вот эту вторую версию про Луну можешь мне скинуть? Ты у меня мне говоришь? Не, я к админу обратился, пока пауза была. Ну вот. Я так считаю. Не знаю, у вас может другое мнение. Короче, Луна, по всей видимости, из сыра. Да, Ламберт. Это подтверждается в ролике. Админ, можешь его поставить, кстати? Нас и так здесь наказали, поселили. Хотя мы тут не должны находиться. Про Хэнка ролик можешь крутануть, админ? Там как раз про Луну говорится, что она из сыра. Он у тебя должен быть. Чеченец, ты не знаешь такого... Слышь, нет?
пропал? Не, я здесь слушаю, если что. Слушай, ты не знаешь такого ингуша Плиев Закир Магомедович? Не слыхал, может, и попадался? Нет, но я слышал песню. Выпью пиво, съем тарань, сяду в поезд на Назрань. Люди скажут, это глушь, а у меня там друг ингуш. Это не ты пел случайно? Не, это просто мой друг. У тебя на гитаре поешь? Нет, не имею слуха. Так, вот тоже интересный ролик, можно посмотреть. Вообще он духовность восстанавливает у человека. Духовность это же вибрация. Дыхание космоса восстанавливает. Духовность это же вибрации. Дыхание матки. Дыхание батьки. Привет, я Иван, а это Мария. Здравствуйте. Мы пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать жопу Хэнка вместе с нами. Если вы поцелуете жопу Хэнка, он даст вам $1 000 000. А если откажетесь, он выбьет из вас все дерьмо. Так, я понял. Это какой-то новый способ выбивания денег, да? Нет, Хэнк миллиардер-филантроп. Он построил этот город, и он может делать все, что пожелает. И он хочет дать вам $1 000 000, но не может этого сделать, пока вы не поцелуете ему жопу. Я ничего не понимаю. Да, кто вы такой, чтобы сомневаться в подарке Хэнка? Вы что, не хотите $1 000 000? Неужели это не стоит маленького поцелуйчика в жопу? Стоп, Тогда пойдемте с нами целовать жопу Хэнка. Я уже понял, куда так, клонит. окей. А вот вы, двое, часто целуете ему жопу? Да, все время. Серьезно? Ну и как, получили $1 000 000? Нет, на самом деле никто не получает денег до тех пор, пока не покинет город. Ну так покиньте город. Нельзя покидать город, пока Хэнк не скажет, иначе Ну, вы сектанты, не получаете денег, и Хэнк выпьет из вас все дерьмо. О май гад. Ну окей, а вы знаете кого-нибудь, кто поцеловал вот эту жопу вашего Хэнка, уехал из города? Моя мать целовала жопу Хэнка много лет подряд. Она покинула город в прошлом году, и я уверен, что она получила эти деньги. И вы с тех пор не общаетесь? Конечно, нет. Хэнк не позволяет. А такой вопрос. А как же вы уверены, что вы получите эти $1 000 000, если, как вы сказали, не знаете никого, кто эти деньги в реале получил, а? Ну, он же дает немножко перед тем, как вы покидаете город. Может быть, вы выиграете в лотерею, может быть, вы получите повышение, может быть, вы найдете эти деньги на улице. Блядь. А Хэнк тут при чем? У Хэнка есть связи. Знаете что, давайте, наверное, попрощаемся, я понял. То есть какой-то... Ну, разве не стоит попытаться? Это же $1 000 000. И запомните, что если вы не поцелуете жопу Хэнка, он выбьет из вас все дерьмо. Считайте, что вы меня заинтересовали. Окей, только у меня встречное предложение. Давайте-ка, наверное, я встречусь с этим вашим Хэнком, узнаю у него все подробности. Никто не видится с Хэнком, никто с ним не разговаривает. Так а как же вы ему жопу-то целуете, а? Ну, иногда мы посылаем воздушные поцелуи, думая о его жопе. А иногда мы целуем жопу Карлу, а уже он передает этот поцелуй Хэнку. Что вы говорите? У нас еще и Карл есть, да? Наш друг. Это он научил нас целовать жопу Хэнка. И все, что от нас требовалось, пару раз увидеться с ним. Пару раз увиделись, да? Еще, получается, увиделись. Он вам навешал лапши по поводу какого-то Хэнка со своей жопой, которую можно целовать и получать за это деньги. И вы хотите... Нет, на самом деле, Хэнк много лет назад дал Карлу письмо, где все разъясняется. Вот даже копия. Взгляните.
Целуйте Хэнку жопу, и он даст вам $1 миллион, когда вы покинете город. Не злоупотребляйте алкоголем. Выбивайте все дерьмо из людей, если они не похожи на вас. Правильно питайтесь. Этот список продиктован Хэнком. Луна сделана из зеленого сыра. Все, что говорит Хэнк, верно. Помойте руки после того, как вы сходили в туалет. Не пейте. Ешьте копченые колбаски только с булочками и никаких приправ. Ну и, конечно же, целуйте Хэнку жопу, или он выбьет из вас все дерьмо. Какая дрянь, а. Только заметьте, это все написано на бланке Карла. У Хэнка просто не было бумаги. Бумаги не было, да? А мне кажется, что после проверки вот этот почерк окажется почерком Карла. Правильно. Хэнк всего лишь диктовал. Хэнк диктовал, а вы же говорите, что никто не может увидеться с Хэнком. Не теперь, но много лет назад он говорил с некоторыми людьми. Так, забавный поворот. Девушка, вы, по-моему, в самом начале сказали, что Хэнк филантроп, правильно? Вопрос на засыпку. Это какой же филантроп выбивает, как вы говорите, дерьмо из людей только лишь на том основании, что они не такие, как он, а? Так хочет Хэнк, а Хэнк всегда прав. Да с чего вы это взяли? 7-й пункт гласит, все, что говорит Хэнк, верно. Для нас этого вполне достаточно. А мне кажется, что это все придумал ваш друг Карл. Ничего подобного. 5-й пункт гласит, этот список продиктован Хэнком. Во 2-м пункте сказано, не злоупотребляйте алкоголем. В 4-м, правильно питайтесь. А в 8-м, мойте руки после того, как вы сходили в туалет. Ну все знают, что эти пункты верны. Значит, и все остальное тоже правда. Посмотрите внимательно. 9-й пункт. Не пей. Это напрямую противоречит 2-му пункту. Сейчас, значит, вот. А 6-й. Луна сделана из зеленого сыра. Я такого бреда в жизни не слышал. Вы понимаете, в чем дело? 9-й пункт не противоречит 2-му. 9-й пункт просто проясняет 2-й. Ну а 6-й? Вы же не были на Луне. Откуда вам знать? Да, я не был на Луне. А зачем мне там быть, а? Если ученые доказали, что Луна сделана из камня. Ну, ученые, они же не знают, откуда взялся этот камень. Из Луны или из космоса. Поэтому он вполне может оказаться зеленым сыром. Слушайте, я, разумеется, конечно, не эксперт, это да, но в любом случае это бред. Даже если ученые, как вы говорите, не доказали, что Луна сделана из камня. Ага. Вы только что согласились, что ученые могут ошибаться, но мы-то знаем, что Хэнк всегда прав. Конечно, так гласит 5-й пункт. Следуя вашей логике, Хэнк всегда прав, потому что так гласит список. Список верен, потому что его надиктовал Хэнк. И мы знаем с вами, что его надиктовал Хэнк. Черт бы его разодрал. Да? Но это же замкнутый круг какой-то получается. Нет? Я не прав? Это все равно, что сказать, Хэнк всегда прав, потому что Хэнк сказал, что он всегда прав. Ну, наконец-то. Что наконец-то? Доходит. Как там насчет копченых колбасок? Суйте колбаски в булочки и никаких приправ. Так угодно Хэнку. Все остальное плохо. А если у меня нет булочки? Ну, нет колбаски, нет булочки. Колбаска без булочки тоже плохо. Угу. И ни соуса, ни горчицы. Боже мой, не выражайтесь. Приправы любого вида – это плохо. Ну так, насколько я понимаю, о кислой капусте с мелко порубленными колбасками вообще можно... Боже мой, это отвратительно. Такое может есть только какой-нибудь извращенец. Это вкусно. Я ем это каждый день. Если б я знал, что ты один из тех, я бы даже не стал тратить время. Когда Хэнк будет выбивать из тебя дерьмо, я буду сидеть рядом, считать деньги и хохотать. Я поцелую за тебя жопу Хэнку. Ты безбулочный, порубленно-колбасный капустоед. И смешно, и грустно. Бро, ты можешь скинуть? Товарищ. Товарищи, вы где?
Алло. О, чеченец, ты здесь? Так, меня слышно? Я думал, выкину. Ты задремал, походу, Друзья, да? на этой позитивной ноте сегодняшний эфир подходит к концу. Мы не прощаемся с вами. Ура! Значит, до новых встреч. Все, за коняку пошел. Друг на друга. Да благословит вас Аллах и приветствует, да будет Он вами доволен за все ваши подарки, намазы, очень всякие ритуалы, обряды и все остальное. Чеченец молодец. Чеченцев уважаю. Хороший пацан. Иншаллах, альхамдулилля. Друзья, Улляхи, талляхи, билляхи. да, что-то шахаду все-таки наш друг. Ну ничего, в следующем эфире как бы до шахады дело дойдет, я надеюсь. А шахада это что? Это что такое шахада? Это как бы вхождение в ислам. Ну это что-то террористическое, да? Как это террористическое? В России, Ну, вхождение, ты говоришь, в ислам. в России вот мечети строят для мусульман. И они тоже в шахад заходят? Да, Путин тоже с Кораном там приезжал в Чеченскую республику. Не, я понял, так они же заходят тоже так же, да, там, это все мусульмане. Да, это обязательно. Исламисты. Я просто, видишь, я не верю ни туда, ни сюда, я ни во что не верю, я верю. Это дресс-код, короче. В Дресс-код. Луну верю из сыра. Так проще. Ладно, Ибрахим. Да, всем всего хорошего. Там. Всего доброго. Традиционное прощание. Оставайтесь, пребывайте, будучи свободными. Ваш Валлах Акбар. Валлах Акбар. До встречи. Леон тоже до встречи, брат. Леон, тебе крепких снов, там, чтоб тебе приснилась Пальма де Майорка. Короче, и... Майорка. Это типы, прикольные типы. Так, ладно, админ, закругляйся тогда. Всем еще раз всего хорошего, за расхода, подарки, за тапы, за лайки и т.д. и т.п. Gerçi var şöyle